Ladies and gentlemen, here's the deal. It's a difficult time. И раз, два, три, семь. Всем здрасте, всем добрый вечер, добрый субботний вечер. Так, Телеграм чуть попозже уберется, пока QR-кодика начинаем активно его рекламировать. Вот. Ну, не очень активно, как хотелось бы. Но, может быть, чуть попозже сделаем это чуть активней. Итак, господа, streamkub.ru. Мы сегодня продолжаем жизнь и страдания товарища Бронте или Бороданте. Так, Максим. Барбаренте. Да, вот, все. Я тебя включил, Максим, оказывается. Собственно, Павел и Максим в эфире. Викторович. Да. Павел Максим Викторович. Павел Максим Викторович. Бля, я чё-то я закрыл. Что там? Как-то оно так. Вот. На самом деле, а что ты закрыл? Ты все должен открыть. Все должно быть видно, все должно быть прозрачно, как никогда раньше. Все нормально, все, трансляция везде идет. И мы еще, к слову, сегодня что-то на Рутуб запустили. Пока что-то непонятно там. Кто там вообще? Рутуб? Алло, ты живой? Он мне показывает 5 зрителей. 5 миллиардов зрителей, бля, из Китая. Вот. Короче, на самом деле, что сегодня вообще должно было быть? Я вообще понятия не имею, блин. Что Нет. сегодня? Сегодня должно быть что? Вот ты мне сам предлагал. Короче, вчера такой скидывает мне картинку, говорит, давай фаб-симулятор постримим. Я говорю, ты чё? Какой нахер? Я даже пиво купил специально для этого, Специальное фапательное пиво вот Максим купил. Да. Вот. Но нас может и YouTube заругать, и монетизацию выкинуть в очко куда-нибудь. Вот, Вот я сейчас расскажу, как это... Ой, сейчас часы у меня заряжаются. Тут надо что-то сделать. мы начинаем, как обычно, это с перекура, так что нормально все. Я свет в ебло включил. В общем, вчера что-то надо было что-то постримить. Я захожу в Steam, смотреть, что у меня там есть. Захожу в магазин. Он мне первым выдает это OnlyFans симулятор, блядь. Я такой, чего нахуй? Так, а я звук сделал у игры. Вот, дальше захожу, а этой хуйни 3 части, блядь, 3. У фаб-симулятора? Да, то, что я скрин кидал, это 3-я часть. А еще первая, вторая, еще там какая-то хуйня, это фури симулятор, вместо девки это как его там. Фури, короче, животное, которое. Ник Фьюри. Это который Нига. Так вот, я, говорю, нет, не будем. Я и так же могу, в принципе, рассказать всякое о кончающих женщинах на лавочке, например, и насколько это громко. И за это тоже нас YouTube может наругать. Но я же не буду этого делать. Могу видео всякие тоже. Интересно. Ну, они час нет. Это, конечно, я показывать не буду. Это мое. Это мне. Вот, поэтому как-то вот так вот. Так. Настраиваемся на всякое. Сколько Бронте не было, наверное, когда первый стрим, наверное, было пару недель назад, да? Я так думаю. По-моему, позавчера. Нет, в понедельник или во вторник у нас Сан Андрес был. Короче, до этого Sleeping Dogs был, потом что-то еще было. Короче, когда-то там был Бронте, и сейчас мы еще будем немножечко вспоминать, как вообще озвучивали вот это вот все. Вот, и к чему это вообще может привести? Вот я не знаю, сейчас... Я помню, мамку озвучил, но не помню как. Я помню то, что сестра вот эта зверюга у нас получилась такой лютой, прокуренной алкашихой, наркоманкой. Вот.
В, Хуй знает, где ты там услышал такое. в какой-то степени. Нет, ну как услышал? Вот, в моем переводе она такая получилась. Ну, ты... Значит, у тебя неправильный язык работает, Павел. Он работает правильно только в одну сторону, в сторону кунилингусей. Вот. Одна женщина Гусей? может подтвердить. Так, ну что, давай я тут это... так, сейчас нужно, во-первых, убрать Telegram. Ссылочка в описании, если что есть. Открой там Рутуб у себя еще на всякий случай. Вот. И ссылочка в Зачем? описании... Да, открой. Это Да, ссылочка... открыл. Вот. Я там писать ничего не могу. Вот. Я вижу, там что-то как ранжировка вроде есть какая-то, зритель. Ладно, господа, там, если вы там живые, если это не сам Рутуб нагоняет вот, количество зрителей, если вы живые, там, Да, напишите. помнишь, мы это Нет. с Лики сотрудничали. Слики, да, и еще, ну, и что там было? Ну, они ж, бля, на каждое видео нагоняли. Да, Попугаи своих. да, вот этих своих ботов. Еще я помню этот Кибергейм, такой ресурс был. Там, короче, как только стрим запускаешь, там у тебя фиксированное количество зрителей. Вот, и поэтому я тоже... Так, господа, там в течение стрима, я не знаю, что-нибудь отпишите на этом Рутубе, чтобы нам было ясно, чтобы понимать, вообще имеет смысл на Рутуб вот это вот все пускать или не имеет. Так, Telegram закрывается, ссылочка в описании есть, а мы продолжаем Бороданте. Так, товарищ комрад Автандил Бронте. Броданте. Ну не, нормальное имя, я считаю, правильно же? Мы закончили... Подожди, какой месяц? 9 месяц? Или 10? Короче, поставил я его, получается... Да, вот это я сладенький проверял. 29-го, а начали мы его 15-го 10-го. Точнее, 14-го 10-го. Нормально так. 5 утра. Да. 23:40 утра было время. Сосед по улице, отрочество. Да, мы же... В прошлом стриме мы захерачили детство полностью, да? Я думал, кого-то захерачили. Если Почему бы... мы не умерли ни разу еще? Вот удивительно, 5 часов шел предыдущий стрим, и я ни разу не понял. Короче, играем без, напоминаю, играем без вангования, то есть не видно ни последствий, ничего. Это теперь называется хардкор. Ну да, теперь это так называется. Мне надо фон темнее сделать, чтобы у меня обои сливались. С этой. Блин, а ты у меня там и... Я не там, если я тут. Эти штуки еще не открыты, я не знаю, там, короче, за тобой какая-то вкладка, я пока не очень понимаю, какая она. Ладно. Год 1126. Ты растешь. С каждым годом семья требует от тебя все больше. Нанятые отцом учителя не дают тебе выдохнуть. Твоя жизнь сейчас усердная учеба на благо твоего будущего и всего рода Бранте. Вслед за тобой растет и младший брат Натаныч. Натаныч же? Натан Драки. Был же такой у нас еврей. Всем известный. Да? Натаныч. Натан или Натан. Короче, Натан будет. С ним теперь уже... Я не помню просто, как мы его окрестили в том стриме. С ним теперь... Натан, как еще? Наверное. С ним теперь уже есть о чем поболтать. Ты никогда не отказываешь брату в просьбе поиграть, когда находишь время между изнурительными уроками. В тот дождливый день... Блин, вот эти вот аудио составляющие, вот это прикольное, короче, вот страница меняется, то гром такой грянул, там дождь слышится, вот это вот прикольно. Нахуй. В тот дождливый день родители уехали на прием, оставив тебя приглядывать за младшим.
Ты засиделся за книгами в гостиной, и Натан ушел прыгать по ручьям в одиночестве. И вот брат зовет тебя снаружи, он стоит на крыльце, весь в грязи. Так, сейчас, секунду. В говне, блин. Весь в грязи, в говне по глотку и хнычет. Ты выходишь, брат продолжает реветь. Так, сейчас, заходите, пожалуйста. Заходите. Надо урезать вот эту вот музыку. Ваш здоровье. Это вот всё. Хуяси, рогатому пидору привет. Ну да, вот такие вот подробности внезапно раскрываются, но не полностью, ну, по понятным причинам. Спасибо за 500. Рогатому вот это вот все, типа того. Так, сосед по улице. Натан Бранте. Там. А кто его... Подожди, а кто его озвучивал? Ты. Я? А как я его озвучил? Точно не я. А как я его озвучил? Я не знаю, он, по-моему, не разговаривал еще. Он ж пиздюком был и не разговаривал до этого, да? Все эти годы. Я помню то, что он больной хер слабый. Все эти годы он не разговаривал. А тут решил поговорить. Блять, как он? Там. Но он же пиздюк? Там. Там был мальчик, он толкнул меня в канаву. Я обозвал розовым. Обоссал. Обозвал разодетым дураком. Я сказал, что позову брата. Он все еще там, накажи его, Автандилов. Гачи-мучи, блядь. Натан указывает на покосившийся деревянный дом ниже по улице. Там начинается жилище мещан, из тех, кто победней. У порога торчат двое мальчиков, оба явно из простого сословия, хоть и не бедняки. Надо микрофон повернуть. Да. Ты в задницу говоришь? Он у меня повернут немножко был, оказывается. У порога так, это я уже... Нет? Я не знаю, чего, кого. Да. Один ростом чуть ниже Натана, такой же смешной, насуплен. Да. Один ростом чуть ниже Натана, такой же смешно насуплен. Не, ну мы же тут пишем. Все-таки аудиокниги, блядь. Второй постарше, выглядит твоим ровесником, но выше и шире тебя в плечах. Ты уже слыхал его имя во дворе. Томас. Или Томас. Томас. Томасина. Макасина. Как помнишь, в этой мафии второй был? Какой? Генри, Макасины. Ладно. Вот! Автандил! Это был он! Бля, похож на этого... Какого? Который первенство хотел, этот... Карабас-Барабас-то, блядь. Ну, гоблин. Гном. Лепрекон. Не помню. Короче. Указав на младшего из мальчиков, Натан прячется за твою спину. Томас ухмыляется и закатывает рукава, обнажая широкие предплечья. Судя по всему, он уже давно помогает в доме с тяжелой работой. Томас Гера. Гера? Гера. Хмурый. Томас Хмурый. Я не знаю, кто же это будет. О. Геры? Будешь Томас Геру? Не буду. Не будешь? Или буду. Я думаю, какую интонацию. Если я пока И думаю. я не знаю, он же этот рабочий парень с завода. Он же с плантации сошел. Что этот белый нигер себе позволяет?
Мазафака, да? Слушайте, богатея, как-то так, наверное. Нам ваше общество даром не сдалось. Никто не смеет называть наш дом вонючим крысятником. Канаву и купание в ней... Чего? Чё? Канаву и купание в ней твой мелкий заслужил. Типа того, наверное. В следующий раз оденься поскромнее. И не поли... И не... Чего? Чё, блядь, происходит? А, оденется, ёб твою мать. В следующий раз оденется поскромнее и не полезет к тем, кто может в грязь его кинуть. Кулаки сжимаются сами собой. Натану не следовало обзываться. На насмешку лучше всего отвечать насмешкой, но скидывать брата в канаву было чересчур. Томас держится уверенно, он не видит в тебе угрозы, ты уже почти готов встать в стойку. Тут за рукав начинает кто-то тянуть. Это Натан, виновник происходящего. Наброситься на Томаса, признать брата виноватым, решить все миром, выслушать сперва брата. А что, услышать можно? Давай его слушать Сейчас, то нахало, так, он ведь правда первый начал. Ты пытаешься договориться, что так, выслушать сперва брата. Натан Бранте, благодарность. Натан все сильнее тянет рукав, он явно хочет что-то тебе сказать. Ну, давай выслушаем. Почему нет? Сосед по... А, ну это, да, это оно тут всегда. Натан дергает за рукав все сильнее, ты оборачиваешься к нему. Не дерись с ним, посмотри, он же огромный. Пойдем домой, ну их, ты совсем вымок. Томас Гера. Томас Гера, короче. Героиновый, белые друзья. Послушаешь младшего и уйдешь как трус. Вы все вы все богатеи. Такие, только кудахтать можете. А как отвечать за себя, так сразу домой к бабочке бежите. Ты не выдерживаешь и с размаха бьешь обидчика. Мальчуган, не ожидавший такой яростной атаки, отскакивает назад. Миг, и он уже собран и готов к ответу. Кулаки около лица. Быстрый выпад. Теперь уже ты делаешь шаг назад. Тяжело дыша от гнева, вы начинаете обмениваться ударами. Младший, открыв... Младший, открыв рты, восхищенно таращится на вас. А чё? Встал в стойку, проходит двойка. И вот это вот все. В ударах Томаса никаких лишних движений, грязных приемов, глупых насмешек, только умение, отточенное уличными драками. Тяжелые кулаки метят в лицо. Раз за разом ты уворачиваешься, пытаешься его достать. Пара ударов приходится по Томасу вскользь. Он их... Томат, блять. Он их даже не чувствует. Какой здоровый, в каждом следующем твоем замахе все больше злости. Ну, нормально. Сердце стучит очень громко. Мир сузился до тебя и твоего противника. Сколько это уже продолжается? Ты устал, дыхание сбивается, мышцы наливаются тяжестью. Чувак, это рэпчик, блядь. Нельзя сдаваться, на тебя смотрит Натан. В отчаянии ты бьешь Томаса в нос со всего размаха и тут же пропускаешь удар в висок. Будто удар огромного колокола, на мгновение ты теряешь зрение. Ты держишься за голову, пытаясь собраться, перед глазами все плывет. Томас перед тобой, из его носа ручьем бежит кровь. Драку уже как-то не хочется продолжать. Кажется, твоему противнику тоже. Вы из-под смотрите друг на друга. Вдруг над вами раздается возмущенный окрик. С крыльца вам грозит кулаком разгневанный мужчина в рабочей фартуке. Лицо Томаса мгновенно искажает страх. Томас Гера. Мой отец, бежим! Беги, сука, беги! Джонни! Они на деревьях, блядь! Вот это вот все. За драку вас положено высечь. Это За драку вас положено высечь. Это подстегивает, как соленые розги. Ты бежишь за Томасом, мощеный,
Гнилыми досками переулок, перекошенный забор, еще переулок, огромная лужа. Перепрыгиваете с разбега, высокая трава. Притаившись, вы замираете. Кажется, никто не гонится. Вы облегченно переглядываетесь и смеетесь. Смех у Томаса громкий, заразительный, но вскоре он осекается и чуть грустнеет. Потом трогает за ляжку. Вот это вот все. Томас Гера. Эх, все равно высекут. У отца рука тяжелая. И нудеть про уделы будет еще несколько дней. Молитвы повторять заставят, как обычно. Вечно на это напарываюсь. А как еще доказать, что ты чего-то стоишь, как не в драке? Вот это да. Логика. На это ты замечаешь, что... На это ты замечаешь, что если самой драки никто из взрослых не видел, нужно стоять на том, что ее и не было. Просто пошла кровь из носа. Бывает же такое? У твоей матушки это постоянно случается. И не только из носа. Томас Гера. Но попробовать можно. Главное, чтобы мелкие нас не выдали. Со своим-то братом я поговорю. Ты висок прикрою, у тебя там ссадина. Хорошо, что я тебе в лицо не попал. Вот, будто и не было ничего. Ты говоришь, что Натан будет молчать, а ты заодно объяснишь ему, как себя вести, чтобы снова не очутиться в луже. Вы пожимаете руки, рукопожатие Томаса крепкое, прямо как его удары. Вы выбираетесь из травы, нужно идти, пока отец Томаса не нажаловался твоей семье на нарушение удела. Почему у меня интонация так прыгает? Я не очень понимаю, блядь. Как это... Туда-сюда. Место, где вы прятались, вроде бы и близко от дома, но тебе совсем не знакомо. Ты говоришь об этом Томасу. Вы. Тот оживляется и расплывается в улыбке. О, я много таких мест знаю. Давай так, если обойдется сегодня, приведу тебя завтра к старой крепостной стене. Там есть одно местечко, можно свою крепость возвести. Я уже и досок туда натащил. Правда, одному строить как-то грустно, а мелкий не помогает. Больше под ногами путается. Ту-ту-ту-ту. Вы идете обратно по грязным переулкам, связанные общим секретом. Кажется, сегодня у тебя появился друг. Томас Гера, отношения плюс раз. Спокойствие, единство. Способен на поступок. Запас сил. Пополз вверх. Год 1000... Я там что-то пропустил, нет? Где? Ладно, бог с ним. Я просто в левую часть не смотрел, может быть, я что-то там упустил. Знакомство с Томасом, год 1126. У тебя появился друг, мальчик по имени Томас. Блять, Томас, хуй знает. 1127. 9 лет. Лихие кони! День выдался жарким, даже для иссушенной солнцем Магры. Блять, звучит как подагры, блять, Магры. Учеба на сегодня закончена, и ты вырвался из душной комнаты во двор. Вы с Томасином закатили рукава рубашек, но это не спасает. Будь вы в компании одних мальчишек, можно было бы и расстегнуться. Но еще сегодня во дворе 3 девочки, они стирают белье в большом корыте, шепчутся между собой и хихикают. На одну из них хочется смотреть как можно дольше. Куда ему, блядь, в 9 лет смотреть как можно дольше, блядь? Что за... Жениться пора уже. Да, совсем уже, блядь, засиделся нахуй. Большие голубые глаза, темные волосы в тугих косах, простое серое платье в заплатах. Ее зовут София. Смеясь, она чуть закидывает голову, в ее глазах отражается солнце. Вы с Томасом и другими мальчишками рассказываете истории. Одна другой глупее, только бы она смеялась. София. Софа. София, вступайте в дискуссию, пожалуйста.
А где найдем Софью? Ну, давай. У меня голос неподходящий. Сожми яички в кулачишки. Это будет одноразовая озвучка. Я просто не знаю, как... Ну ты и раз выдумывать, тандил. А вот я один раз. Что-то нихуя не получается. А вот я один раз села на Вот. бутылку. Вот я один раз. Не, нихуя. Чё, ты мне предлагаешь опять читать все это? Не знаю. Я могу так представить. Ну ты... Ну и ты, гораздо. Охуеть, Софья у нас такая, блядь, с сюрпризом, блядь. Ну и Получается. ты автандил. Гораздо. Понял? Да. Ладно, идем дальше. А вот я один раз. О, нормально. Но тут Софию окликнули из дома. Она кивает вам и бежит через улицу к дому. Шаги ее легки, она улыбается и совсем не смотрит под ноги. Вдруг камень на дороге. София спотыкается и падает в пыль. О, тут и иллюстрации он даже прикольные. Улица дрожит от топота. Из-за поворота вылетают всадники. Ты узнаешь герб на знаменах. На изумрудно-зеленом фоне черная змея, клинок. Эти сами меланиды, род герцога вашей провинции. Кони несутся вперед. Под копытами хрустнула чья-то деревянная игрушка. Всадники даже не думают замедлиться. Это перед ними, дворянами. Все должны расступаться. Их пути... На их пути поднимается с земли Софья. Ее мать, прижавшись к калитке, отчаянно зовет дочь. Ты замираешь в ужасе. Неужели всадники не видят ее? Они остановятся или пронесутся прямо по ней? Еще пара мгновений, и эту чудесную девочку снесут, растопчат, задавят. Остаться на месте. Ты и соться в трусики, блять, как все мы. Давай будем погибать молодым. Да, буду погибать молодым. Вот это вот. Заслонить Софью от коней. Ты бросаешься на дорогу с слепой надеждой остановить всадников. Так, сейчас котопес заходить, пожалуйста. Всем буль. Да, привет, спасибо. Буль, конечно. Ваше здоровье. Ты бросаешься на дорогу и машешь руками, что из сил. Топот копыт оглушает. Они так близко, что все тонет в пыли. Нос зачесался, напьюсь, наверное. Блин, а есть чем? Кстати говоря, в натуре есть. На миг кони едва замедляют бег перед твоей маленькой фигуркой. Этого мгновения Софи хватает, чтобы выскочить на обочину, но всадники пришпоривают коней. Лавина из копыт сбивает и... Блин, как это громко было. Лавина из копыт сбивает и прокатывается по тебе. Кости хрустят, дробятся, превращаются в крошку. Мне кажется, он сейчас сдохнет, нахуй. Невыносимый гул разрывает уши, задает ритм каждому новому всплеску боли. Все твое нутро перемешивается в кашу. Последнее, что ты помнишь, звук лопающегося черепа. Сувенир теперь моя голова. Вот это вот всё. Гладкий череп, в нем живые глаза. Замечательная пепельница, много денег стоит она. Первая смерть. Лучше бы ее захуярили, наверное. Подожди, а тут же миллиард смертей, да? Или сколько там? 7, Я не знаю. 4, 58. Первая смерть. Боль, в которую ты падаешь, принимает тебя мягкой вереной. Легко, свободно, никакой скованности, только свет окутывает тебя своими объятиями, тепло, надежно. Тебя несут волны, они ласково касаются и обволакивают то, что раньше было твоим телом.
Не похожее ни на что, абсолютное, полное чувство. Прикосновение к чему-то большему. Причине всего, причине тебя. Ты был вылеплен из этого света. Самым первым ты чувствовал это. Безграничное и искреннее единение разного. Твое начало стало вспышкой, из которой разлился свет. И вот ты снова здесь, в этом единении с началом всего. Свет, исходящий от тебя, подобен цвету сияющего столпа. Ты видишь его, как всегда, на севере. Волны света несут тебя к двум фигурам. Старший стоит ближе. Он готов принять тебя к себе. Он мягок, мудр, добр и светел. Младший в отдалении. Ты еще не знаешь, что он такое. Волны останавливают тебя у ног старшего. Он скля, блядь. Да. Он склоняется над тобой и легко касается губами твоего лба. Поцелуй расходится по всему тебе. Тебя охватывает восторг, счастье, которому нет равных. Ты существуешь, ты такой один. Больше подобных тебе нет. Они знают это и любят тебя. Ты никогда не будешь один. Ты их часть, часть своей семьи, часть мира. Боги никогда не оставят тебя, они всегда смотрят за тобой. Старший легко касается тебя, распростертого на волнах. Он отправляет тебя дальше по реке света. Вперед, к вершине раскидистой кроны белого дерева. Древа или дерева, да похуй. Чем ближе ты к кроне белого дерева, тем тяжелее становишься. Волны тянут тебя вниз по его стволу. Но ты хочешь уходить, но ты не хочешь уходить из этого теплого и мягкого, из этой любви. Ты оглядываешься, старший все еще смотрит тебе вслед. Он кивает, все так, как должно быть. Иди, твое время еще не настало. Тебе пора вернуться в мир. И пока ты падаешь вниз в свое тело, ты постигаешь истинный смысл своей малой смерти. И открываешь... Да. И открывшейся тебе божественной любви. Любовь существует не только здесь, в посмертии. Она внутри всего божественного замысла, по которому устроена земная жизнь. Как эта любовь дана тебе в земной жизни? Это вопрос был, да. Как эта любовь дана тебе в земной жизни? Короче, нужно выбрать что-то. Можно помолчать. Империя. Создав империю, боги позаботились обо всех живущих. Империя дает тебе... Я не вижу просто, что там за слово. Империя дает тебе место в мире и связь с другими. Дело. И боги любят тебя настолько, что позволяет менять сотворенный что-то там мир, влиять на него своими делами. Каким бы ни было дело в жизни твоей любви и близнецов, ты сам. Самое существенное, что может быть высшим выражением любви. Каждое твое чувство, мысль, поступок существует. Да. Удел, ясное предназначение в мире. Любовь всегда живет в родной крови, с родными... Короче, я думаю, дело надо выбирать. А я не знаю, что удел семья, кого сам ты сам молчать. Чё? Да. Типа... Я не знаю, что тут выбирать кого. Ну смотри, Зачем? боги любят тебя настолько, чтобы позволять менять сотворенный мир, влиять на него своими делами, какими ни было дело. Вот, это доказательство, короче, нужно это ж. Дееспособный, короче. Это вот все. Внезапное постижение любви, который... Внезапное постижение любви, который проникнут в земной мир, озаряет твой ум как вспышка. Однако она гаснет и исчезает. Ура. Возвращается чувство плоти. Она тяжелая, неповоротливая. В ней нет легкости этого света. Она мешает, давит.
Судорожные вдохи, грудь расширяется с болью. Кажется, твои легкие лопнут от содроганий. Их заполняет затхлый запах гробницы, отвратительный, но такой настоящий. Ты верну... Рано проснешься, что ли? Типа того, гробница. Ты вернулся. Ты... Ты заново ощущаешь светлое тело, руки, ноги, голову. Повинуясь воле, которая сильнее твоей, свет вокруг тебя гаснет. Ты возвращаешься в мир. Таков закон близнецов. Пока не настало время твоей истинной смерти, ты будешь возвращаться к жизни, где у тебя есть тело, а вместе с ним боль, страдания, наслаждение. Неприятный влажный запах. Ты открываешь глаза, в полумраке гробницы видны фигуры матери и отца. Они вполголоса о чем-то говорят. Твой вдох обрывает их разговор. Матушка бросается обнимать тебя. Отец набрасывает на тебя свой плащ. Не говоря ни слова, они ведут тебя из гробницы домой. Роберт Бранте. Кто озвучивал Роберта Бранте? Поднимите руку, пожалуйста. А кто это? М? А кто это? Отец Автандил. Отец, да. Автандила. Сын, с тобой случилось ужасное. Ты погиб под копытами тех лошадей. Погиб, блядь. Все. Никогда больше не позволяй себе такую неосторожность. Боги дали тебе твои жизни не для того, чтобы разобраться с этим бесценным даром. Мы бы наказали тебя. Заебись. Мы бы наказали тебя, если бы это уже не сделали сами близнецы. Дальше, да. Ты дрожишь. Ты дрожишь и делаешь шаги с трудом, заново привыкая к своему телу. Оно необыкновенно гладкое, свежее, даже исчезли недавние царапины и шрамы. Только на левой руке добавилась черная полоса, отметина от малой смерти под копытами лошадей. Лидия Бранте, пожалуйста. Лидя. Лили. Помни, что в милости близнецов всем отведен свой срок на этой земле. Если человек умирает раньше назначенного срока, это будет лишь малая смерть. 3 раза каждый может испытать судьбу, только 4-я смерть станет последней для любого. 4-я, да? Последняя получается смерть. Что-то упустил, подожди. Не знаю. Да, 4-я смерть. Да. 4 смерти. Дальше, Лидия. Утратить одну из... А что случилось? Она дальше продолжает. Утратить одну из дарованных тебе жизни — это тяжелый удар. Но боги велят нам не скорбеть об этом. Поэтому все мы смиренно примем то, что случилось. Видишь, и тело твое переродилось заново. Даже следов от этого ужасного случая не останется. Означает ли это, что он вновь девственник? Хотя подожди, 9 лет. Блять, я что-то это... Лидия? Баранте. Не о чем скорбеть, сын. Лучше возблагодари богов за их справедливость. Помалкивай о том, что с тобой случилось. И даже не вздумай дальше играть рядом с мостовой, если ты не хочешь раньше срока покинуть наш мир. Шмир. На следующий день ты с опаской выходишь во двор. Тебя окружают соседские дети. Все они видели, как тебя растаптывают кони, и... Все они видели, как тебя растаптывают кони, и теперь наперебой спрашивают, каково это — умереть? От надоедливых расспросов тебя спасает Томас. Он расталкивает собравшихся, обнимает тебя и хлопает по спине. Ну ты даешь, дружище.
Не пожалел целой жизни, чтобы девчонка успела отскочить. А вот и сама София. Она смущенно стоит неподалеку, не решаясь подойти к тебе. Затем она все же набирается храбрости, делает к тебе шаг и начинает быстро говорить. София. Блядь, как мне быстро говорить? Но можешь не быстро. Ебой. Ангел, зачем ты бросился на коней? Разве она моя жизнь дороже твоей? А, погоди, ну пиздец нахуй. Они чуть по 4 раза умирают. Разве она моя жизнь не дороже? А, разве она моя жизнь дороже твоей? Ты не должен был из-за этого умирать. Это все эти всадники виноваты. Вот кто заслуживает смерти, а не ты. А-а. Да. Голос Софии срывается. Она вдруг замолкает, убегает в свой двор. Тебе остается только проводить ее взглядом. Издали видны только золотистые отблески солнца в ее тугих косах. Отношение плюс раз. Ой, еще что-то тут. Благородство плюс раз. Находчивость плюс раз. Духовность, запас сил минус раз. Минус 5. Способен, но все еще способен на поступок, между прочим. Даже после вот этого. Умерший однажды. Погибший малой смертью ждет перерождение. Погибшего истинной смертью ждет суд близнецов. Спасение Софьи. Событие произошло. Спасти Софию. Ты спасаешь соседскую девочку Софию от малой смерти. Ну, хорошо, наверное. А может и не очень. А мы с ней это потом туда-сюда? На этой самой, на лавочке. И не только на лавке. Да, и не только там. Если вы понимаете, о чем я. Год 1128. Осень. Недра шлюх. Что, блядь? Недра и порох. Каких, сука, шлюх? Что, блядь, у меня в голове происходит? У меня, видимо, какой-то альтернативный сюжет. Недра и порох. После страшного случая с конями Софья куда-то исчезает. По рассказам ее подружек, родители отдали девочку в услужение какому-то богатому дворянскому роду. Вы так и не видите друг друга с того самого дня. Но глаза Софьи, в которых сияет солнце, врезались в память надолго. Жизнь неумолимо продолжает свой ход. Тебе 10 лет. Благодаря урокам ты все еще узнаешь о месте, где живешь. Город Анизотти-Сыром, древний город имперской провинции Магра, расположен посреди выжженной пустоши. Земля Магры давным-давно была... Почему Магра, я не знаю, как это называть, я буду называть это по-разному. Так же, как Анизотти-Сыром. Земля Магры. Подагры. Давным-давно была испепелена заклятиями еще во время восстания герцога Чара Миланида. С тех пор искусство магии почти пропало, но опаленная колдовским огнем почва все так же бесплодна. Мы будем магом? Магом, да. 80 уровня. Фаерболы кидать. Это вот тоже можно. До сих пор по всей провинции с трудом приживаются растения, дуют злые ветра, попеременно налетает то жара, то холод. Так легко и непринужденно просто. Нихуя не приживается, блядь. И все хуёво, все в говне, блядь. Плодородную землю приходится привозить сюда бесконечными обозами. А чтобы было чем расплачиваться за пищу и чернозем, города Магры вынуждены были обрасти промыслами, главным образом шахтами и карьерами. В них добывают металлы и камень. Осенью в карьере за городом раздался грохот и повалил густой дым. Сперва это напугало горожан, но грохот стал повторяться каждый день. Со временем все к нему привыкли. Отец рассказал тебе, что это работники шахт используют новое изобретение — порох. С его помощью можно быстрее добраться до глубоко залегающих пород.
Однажды город сотрясает оглушительный взрыв. На дома опускается черное облако дыма. Из домов никто не выходит. Все сидят за плотно закрытыми ставнями. Дышать невозможно. Натан то и дело заходится кашлем. Вы с Глорией терпите, иногда украдкой покашливая в рукав. Лишь бы матушка не услышала, а то заставит дышать под травяными травами, отварами, как Натана. Спустя пару дней дым рассеивается, и снова можно выбираться на улицу, повидать друзей. Томасу не терпится рассказать, что он знает о случившемся. Томас Гера. Знаешь, сколько обгоревших людей в Знаешь, сколько обгоревших людей в городской храм принесли? Мне мать рассказывала, она там помогала лекарям. Слухов ходит много. Кто-то говорит о пробудившемся чудовище, кто-то утверждает, что всему виной уцелевшие маги, чья-то проклятая сила до сих пор угрожает порядку в империи. Но ты терпеливо дожидаешься, когда дома появляется отец, чтобы расспросить его об этом бедствии. Отец же день и ночь пропадает на службе в префектуре, матушка целыми днями молится. Спустя неделю отец наконец приходит домой. Чё, неделю там, блядь, сидел, работал нахуй. Просто, блядь, в префектуре. Заебись график. Спустя неделю отец наконец приходит домой. Он страшно вымотан. За ужином ты осторожно спрашиваешь, что стряслось за городом. Отец поднимает уставшее, посеревшее лицо и начинает вещать, будто сквозь тебя. Роберт Браданте. Это хохлы. Пришли, да. Что, шахты на Донбасс были? Ну да. В шахте за городом пытались добраться до руды. Случился взрыв, шахта обрушилась, и из нее повалил этот черный дым. Погибло много работников. А все из-за того, что владелец шахт, граф Веласко, поторопился с началом добычи. Точнее, это Коломойский. Далее. Далее. Некоторые из погибших так и не возродились. Видно, настал срок, отведенный им близнецами. Префектура завалена жалобами семей, потерпевших кормильцев. Все просят помощи у судей. А еще из-за дыма у многих граждан погиб домашний скот. А у животных нет, что ли? Дохуя жизни. Ну, видимо, нет. Видимо, это только на этих работает. Людоедов. Граф Эль Веласко говорит всем, что в бедствии виновен порох. Префектура и газетчиками его вторят. Но всему виной обыкновенная жадность и произвол дворян. Ну, пидоры. Полицейский беспредел. Почему за благополучие нашей провинции всегда приходится платить жизнями простолюдинов? Отец также внезапно замолкает. Ты же еще несколько дней не прекращаешь об этом думать. Неужели человеческой жизни так легко оборваться? Воля случая, и погибший попадает в семейный склеп или храм с новой черной отметиной на руке. Или остается лежать на месте, мертвый, неспособный больше воскреснуть. Никогда. Порядок минус раз. Достаток магры плюс раз. О, чё? Зачем? Я не понимаю, зачем вообще эти статистики нужны какие-то. КВТ, заходи, пожалуйста. Давай. Здравствуйте. Буль. Браданде понравился. Буль-буль. Да, его здоровье. Да, Браданте. Ну, такой что-то это прикольно, прям это. Такое. Прям в каком-то фэнтезийном мире вот это вот все происходит. Вот, и проживаешь как бы жизнь, типа вот эту вот жизнью жить. Вот. Но я, правда, не очень... Так, давай перекур сделаем, что ли.
Да? И небольшой. Ну, я прям на месте здесь. Сейчас. Господа, сейчас будет Телеграм. А как же это проверить там не отвалилось, нет? А обтекатель попозже. Я пока еще не созрел, чтобы его проверять. Так, у нас перекурчик. Я созрел. Так, сейчас. Так вот. Так, нет, тогда я тебя перекрою. Я за тебя себя поставлю. Вот. Пока перекурчик организуем. Небольшой. Хотя я, наверное, тоже посмотрю, схожу, как он там. Буквально через 2 минутки 3 продолжим. Я запутался. Почему Лукашенко пришел? Йоу. Всё, улетел смотреть свой обтекатель. Ебать, тут Паша стоит. Сука. Я не видел. О. Собака очередной. Все, проверил? Да, я все-таки тоже решил про, по это самое, проверить, как он там работает. Все ли хорошо? Вот вроде все нормально так. Наушники на себя нацепить. Блять. Все вроде. Так. Я по-прежнему не могу все еще к ним привыкнуть вообще никак, потому что я себя не слышу ни хера в них. Вот они какие-то супер герметичные, поэтому не очень удобно. Так, я хотел, знаешь, что сделать? Я хотел проверить что-то. Проверил. Не, там-то понятно, то, что я все проверил, то, что нужно было проверить. Что там? Опять этот Инстаграм, блядь, который не Да работает. удали, блядь. Который ни хера не работает, но... Ну, Блядь, вот что-то... инстахуй вообще пиздец, нахуй. Заебал мне всяких хохлов пихать. Они заполонили. Да, блядь, там проплатили, походу. Бля, в комменты заходите, это вообще пиздец. Думаешь, нахуй я ж на эти планету я сойду, бля, пиздец. Так. Игры.
А. Почему-то я в начале стрима этого не сделал. Кого? Зачем? Да в ВК это. И он периодически перебрасывает в блоге. Я не очень понимаю, с чем это связано. Ты же блогер. Лохар. Не особенно. Что нет? Когда это кукинг стрим, Павел? Куки, когда ты в нашу Москву приедешь, вот тогда, блядь, это Да. кукин стрим будет. Мы что, борщ будем варить? Конечно. Я завтра буду варить. Зеленый. Ты чё? Борщ. Белый еще. И белый еще, да, блин. И всякий, какой угодно. Я хотел сегодня сварить, но у меня... А почему я не сварил? А, у меня свеклы не хватило. А ты хлеб туда, Получился белый. да? Чтоб белый борщ получился из этого всего. Ладно, пока у нас перекур, расскажи, что будет у нас на следующем стриме. Какая игра? Не знаю. А когда? Завтра? Не, Да, завтра. завтра я буду откисать, потому мне просто мне в понедельник, у меня это, рано утром, у меня дела есть, вот. Чё? Дел. Ну вот, закончим, пойдешь как раз. Если, блядь, будет что-то в воскресенье, я в понедельник нихуя не сделаю, а мне очень нужно сделать в понедельник. То, что нужно сделать. Да, что там? А что там? Там всякое. Можно покататься по-разному и потрогать всякое еще. А на стрим что? А на стрим... Я не Куда? знаю, Зачем? ты же мне сегодня предлагал это Страдивари. Его надо с кем-то играть. Блин, тогда не знаю. А Может- ты не хочешь. Можешь Watch Dogs, например. Нахуй. Или Мафию 3. Так и, блин, о, точно забыл, я же этот... Мак 3 купил. Я ж плейлист не сделал под тебя специальный, Осетр Плей. Спидруин еще надо сделать. Это... Там букет чуваши плей. О. Букет чуваши. Я не знаю, можешь Мафию 3 пойти. Не пойду. А у меня Зион, он не будет работать. Почему? Ну, потому что я так сказал. Потому что потому. Вот поэтому не будет. Бля, короче, я же говорил, просто хочу поменять. Ну ты показывал-то. Все. А я свою мать доработал. Всякое. Я поставил обдув на транзистор. Теперь можно проц менять? Ну, и не бояться то, что мать сдохнет. А я не знаю, там я этих процессоров, я ебу как много. Может надо Рязань просто? Ага. Ты же у нас этот самый богатый. Не, что, Рязань, бля, поставить Рязань сам, блядь, 1010 нахуй. Мать тысяч за... Рязань 1020, мать за 10. Не, 15. А чем можно и дешевле взять? Нет. Чё это нет? Если да, Короче, ввел на ютубе Xeon, да. и И еще там, блядь, сразу пачку видосов, почему Xeon говно, блядь. Я такой один посмотрел. Думаю, блядь, чё ты несешь, блядь, пиздец. Он мне рассказывает, этот ебан с ютуба, да, то, что с такими же характеристиками можно купить в России у нас дешевле, чем в Китае Xeon взять.
Мне кажется, вряд ли это очень как-то, блядь. Это, блядь, невозможно. Так еще и самый главный аргумент, знаешь какой? В пользу обычных процов бытовых. То, что они, блядь, с гарантией будут. Ёпт. Охуенно, блядь. Мы же все гарантией пользуемся. Да хули ему будет-то по процу, блядь? Вот на моей практике, блядь, ни один проц еще не ёбнулся. У меня один ёбнулся. Intel Pentium 4 назывался. Ты его спалил нахуй. Я вас спалил нахуй, блядь. А сейчас-то уже, блядь, время-то другое. Ты его, блядь, просто так ты и не спалишь, если даже очень захочешь. Не, при очень большом желании, конечно, можно. Вот, но вот так вот чисто нет. Он у тебя и одним словом, двумя словами, тремя словами. Ему нихуя не будет, блядь, 4. Вот надо это. Мне еще память доставить. 2 свободных слота. И И, проц другой взять. да, и видюху 7000 ради купить. Я Radeon никогда не куплю. Надо? Нет? А. Потому что Radeon говно. Нормально все, он, видишь, работает хорошо. Нет? Не хорошо. Так, где там это вот всякое? Потому что AMD создала такую хуйню, блядь, на ноутах. Связка AMD плюс Radeon. Это ужас, А блядь. это давно было. Да хули давно, блядь. Ну, блин, 13-й, наверное, год. Или 14-й. Я и говорю, давно это было. Ну, так недавно. С этого момента-то что поменялось? Не знаю. Меня в это мой Radeon устраивает. Ну, я тоже не жалуюсь. Еще такой момент, блядь, я вот смотрю этих, кто на Зиона собирает контент, да, делают. Типа память, блядь, не подходит. Вот, говорит, не надо брать, а, где 8 модулей распаяно Ну, с обеих сторон. Типа не будет работать. Я что смотрю, у меня как раз такая стоит. Я, блядь, не понимаю, если я другой прод схватну, у меня, блядь, не запускаться не перестанет комп или чё? он будет орать на тебя, блядь. Чё ты в меня засунул? Потому что, говорят, такой, блядь, не будет работать, да. А у меня он работает. Так, Я не понимаю. я вроде убрал, да? Все. С этими, блядь, сионами, прям пляской с ёблей, блядь. Я говорю, я с экрана вроде все убрал, да? Нет, нас оставил. А, ну все, нормально. Приезд Стефана. Что это? Это этот, у него же Автандила, комрада нашего Автандила, Браданте, у него же старший Бродка есть. Пошел нахуй, блядь. За обедом... Идет он нахуй за Да. обедом. За обедом отец строго наказывает тебе вечером быть дома и приготовиться к встрече гостей. Сегодня к ужину из пансиона вернется твой старший брат Стефан. Он прибудет вместе с дедом Грегором Бранте, одним из благородных друзей вашей семьи. Приезд Стефана волнует тебя. Ты уже несколько лет не видел старшего брата. Как он изменился вдали от дома? Ты с Долбоёбом больше. Ты с нетерпением ждешь гостей вместе с отцом. Звенит колокольчик. На пороге трое. Первым заходит, конечно же, дед. Он не изменился с последнего визита. Все так же презрительно оглядывает дом в поисках чему бы придраться. Так, сейчас, секунду.
Как вот Поправлю вот это вот яичко. на башке, которых два. Это вот. Вслед за дедом входит статный юноша в расшитом серебряном камзоле. Ты едва узнаешь в нем брата. Стефан скользит взглядом по твоему поношенному платью и грязным ногтям, усмехается. Какому платью? Когда мы успели переобуться, в смысле переодеться, блядь. Тут очень странные дела творятся, блядь, в Анизотте с сыром. Последний гость — обходительный господин с усталым лицом и цепким взглядом. О нем ты много слышал от отца и деда. Это барон Агюстен Эльборн. Бёрн! Да, вот это вот всё. Дядя Стефана и друг вашей семьи. А еще он начальник твоего отца, верховный судья провинции Перфект. Господин Эльборн с легкой улыбкой протягивает тебе руку. Агюстен Эльборн. Это, полагаю, ваш... Надо, наверное, это... Те. Это, полагаю, наш средний сын. Или так. Ага, вот такой был. Ну, типа, о, давай, озвучивай его. Так, или как-то... Не знаю, можешь и так, и так. Что, он на Гитлера похож? Местами, да. Привет, Гитлер, блядь. Как тебе в преисподней? Средний сын автомобиль. О, у вас глаза, там молодой человек. Не, это не как Гитлер был, я хуй знаю. Когда... Это, полагаю, ваш средний сын автомобиль. Вот так. Ну, может быть. Сейчас дальше посмотрим. Отец легко кланяется деду Эйльборну. Когда доходит черед Стефана, повисает молчание. Отец делает неловкое движение к своему к своему брату, блядь. Отец делает неловкое движение к твоему брату, желая обнять. Стефан вопросительно смотрит на деда, тот едва заметно качает головой. Стефан Бранте. Так они да он. Так. Два ряда не пристало проявлять свои чувства друг к другу прилюдно, отец, даже после долгой разлуки. Да, даже Да вот это. выпороть его надо, Да. чтоб не выебывался. Да, даже голос как у этого. Вместо объятий Стефан сдержанно кланяется. Отец с каменным лицом отвечает ему тем же. Вы проходите в гостиную. Эльборн идет первым. Он целует руки матушки и Глории. Треплет по волосам прячущегося у стола Натана. Дед мрачно кивает в сторону женщин. Дед, блять, конечно, вообще пиздец тут в этой всей истории. Вот эти шлюхи, да. Стефан Браданте. Приветствую вас, Лидия Бранте. Вы были добры ко мне, когда я был ребенком, а ты, должно быть, Натан, когда мы в последний раз виделись, ты еще едва ходил. С Глорией твой брат вовсе не здоровается. Вы чинно проходите в столовую, рассаживаетесь. Запах блюд восхитительный, но он лишь оттеняет гнетущее напряжение за столом. Только с лица Эльборна не сходит дружелюбная улыбка. Тут у бутылки должны быть эти, знаешь, как показывают у этих, у деревенщин, типа и бутылки с этим XXX, блять. Тут такая же хуйня должна быть. А Ильборн это не из GTA, чувак? Не знаю, не помню. Ну, из первой, второй, не там. Из второй. Не, я вторую. GTA. Я вторую не помню. Я помню, она там что-то там футуризм такой. Блядь. Фрутуризм. Там эти на Z работать можно. На Z можно, да. Читайте, Огюстен Эльборн. Это кто? А Я забыл. это
Вот, как, короче, дед приехал с братом и с А, другом семьи. Хуил и шишка. Да-да-да. На Гитлера похож. Эльбёрн. Лидия, стол выглядит... Лидия, стол выглядит восхитительно. Вы сами подбирали блюда к ужину. У вас утонченный вкус. Я рад, что первые годы жизни Стефан провел с вами. Женское тепло полезно ребенку в любого происхождения. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Ты застываешь, не донеся вилку до рта. От дворянина мечта можно было... Чё? А. Мечта, блядь. От дворянина меча можно было ожидать чего угодно, но не похвалы в сторону простолюдинки. Ты украдкой смотришь на деда, он словно поперхнулся. Грегор Браданте. Моему внуку гораздо полезнее было находиться в пансионе среди равных себе, блять, сука, инсульт. Агюстен Эльбёрн. Швайнен, вот это вот все, я не знаю немецкий, блядь. Хотя вот корни у меня оттуда. Полно вам, Грегор. Семейное воспитание не менее важно. Материнское тепло не заменить. Моя покойная сестра, к сожалению, не смогла подарить его Стефану. А, ты родственник какой-то, что ли? Кто? Родственник? Ну, моя покойная сестра, к сожалению, не могла подарить его Стефану. Так получается... Короче, вот это, отец Автандила женился на Автандиловой матери. Ну, то есть, Автандил... Понятно. А до этого у отца была другая баба. Значит, ну, которая померла. Значит, получается... Значит, родственник, блядь. Ну, значит, получается, да, она его, сестра была. Разве плохо, что Стефан был внутри семьи, окруженный любовью? Или нет? Или подожди. За сюда. Фиг его знает. Ладно, может быть и так. Далее. Далее. К тому же он был все эти годы рядом с отцом. Отцовский пример лучший, ведь Роберт служил судейское... ведь Роберт заслужил судейское звание вслед за вами, и внук пойдет по вашим стопам. Кто знает, может и младшие юноши Бороданте не останутся в стороне. О, пиздюк, блядь, дальше, да? Понятно. Грегор Бранд. Криворукое уебище! Все вздрагивают от неожиданности. Дед багровеет и яростно смотрит на служанку с кувшином в руках. По новому камзолу Стефана расползается обширное пятно от вина. «Пошла нахуй, мразь!» Грегор Бранте. Служанка убегает, оставив кувшин на столике у двери. За столом повисает молчание. Наконец Эльборн снова улыбается. Агюстин Эльбёрн. Неужели слуги покинули нас в самый разгар ужина? Стефан Бранте. Любезный дядя, не волнуйтесь, за этим столом полно черни, которая может подать нам напитки и блюда. Стефан через стол в упор смотрит на сидящую рядом с тобой Глорию. Она съеживается под его взглядом. Отец хмурится. Матушка подносит дрожащие руки к губам. Дед усмехается. Стефан не сводит глаз с Глории. Молчание затягивается. Глория встает со своего места. Глория. Читай. А, это же я? Да.
Ты у нас горе. Ой, если так угодно, господам Бранте. Ты сжимаешь под столом хуй. Ты сжимаешь под столом кулаки. Шишки в кулачишки, блядь. Как мы... Как можно так позорить семью, мать, сестру? Это все влияние деда. Вот Стефан без этого дозволения даже обнять отца не может. С другой стороны, они дворяне и в своем праве. Может ли этот ужин стать еще невыносимей? Можно оскорбить брата, ты дерзко выступаешь против Стефана. Можно поддержать беседу. Ты стараешься вернуть всех к разговору, будто ничего не случилось. Встать на сторону Глории. Так, кто тут? Так, чё? Издюк. Да? Да, он тут дверь, блядь, открыл. Я, Сам? ну... Не, я ее просто прикрыл. Вот. Я их сюда не пускаю. Потому что, опять же, у меня еще 3 кота к моим 2. К моим 2 одинаковым 3 разных еще приперлись. Пришли такие, блядь, как все домой, нихуя себе. Оккупировали. Белый, блядь, заплыл. Да. Оккупировали, понимаешь, блядь, другую комнату. Он живут там, нахуй. Он выходит пожрать, он это, сейчас, блядь, ко мне что-то приперся один из них. Охуеть ты. Сидишь там. Вот. Так, встать на сторону Глории. Ты встаешь из-за стола и начинаешь помогать сестре прислуживать за столом. Что делаем? Поддерживаем сестру. Ой, не знаю. А мы же ее вроде всегда поддерживали с самого этого. Ну, вообще, да, Глорику-то. Потому что это реп-группа у нас. Реп-группа, да. Это, чувак, это репчик. Давай встанем на сторону Глории. О, бокал! Надо выпить. Да. Помедлив, ты снимаешь с колен салфетку и встаешь вслед за сестрой. Спустя мгновение скрипит другой отодвинутый стул. Это матушка. Вы втроем подливаете вино и воду в бокалы, разносите кушанье, убираете пустые тарелки. Эльборн! Бёрн пытается беседовать с отцом, но разговор у них не клеится. Тогда он переходит к деду и Стефану. Дед с удовольствием рассказывает об успехах Стефана в пансионе, особенно о том, как внук научился владеть шпагой. Вы знаете, я с детства умел шпагой владеть. Своей. Личной. Через слово дед подчеркивает, как важен твой старший брат для будущего семьи Бранте. Ты равнодушно слушаешь, меняя блюдо, прислуживая дворянам за столом. Вы с сестрой и матушкой ни разу не сталкиваетесь. Трудитесь вы безупречно, даже дед не придрался. Старый пидор. У тебя Он, наверное, кончил там уже. Ну, скорее всего. У тебя устали плечи и поясница. Тяжело Тяжело оказаться слугой в собственном доме. Но когда гости наконец уезжают, матушка и Глория с облегчением обнимают тебя. Ты не пренебрег родными и разделил унижение вместе с ними. Выдержка, которую ты проявил, придала тебе новых сил. Глория, отношение +1, +2 симпатия. А что будет, когда на полную? Это типа инцест? Или что, блядь? Надеюсь, нет. Запас сил +10. Полон сил. Нормально. Живем. 11-29 год. Отрочество. 11 лье под водой. Платок на мостовой. Блин, тут музыка такая, нужно спокойненько. Из пустоши на город дует сухой жаркий ветер. Благородные жители Анизотти Сейром предпочитают не покидать своих покоев. Простолюдины стараются держаться в тени белого древа.
Да-да-да. и занавесами. Да. 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 Тебя отправили в Серебряный квартал с поручением отнести письмо от отца знакомому дворянину. За компанию ты захватил с собой соседа Томаса, с которым вы уже неразлучны. Что за это? Начинается у них тут, блядь. Неразлучны. А? Браза. Браза, да. Темный оттенок браза. Надел кепку назад козырьком, Ну, блядь. девку Вот тебе пропал рыбак. же. А? Девка пропала. Да. Девка пропала. Ну, потом, может, объявится еще, хуй знает. Товарищ майор. Поручение не заняло много времени, и вы решили заодно поглазеть на жизнь благородного квартала, а не зодьте сыром. И вот ты и твой загадочный друг у старого фонтана посреди площади. Загадочный, закадычный. Загадочный. И вот, да. И вот ты и твой закадычный друг у старого фонтана посреди площади уселись на древней кладке. Крона белого древа ласково накрывает вас своей тенью. Томас лениво развалился на кромке фонтана. Чё за романтика вот это вот начинается гейская, блядь. Простым мещанам... Томас героина. Простым мещанам вроде нас приходится туго. Если пашешь, не разгибайся в мастерской, а потом надеешься, что кто-то купит твой товар, либо прислуживаешь дворянам, никакой возможности жить в радость. Ты напоминаешь, что таков ваш удел — терпеть, работать и страдать. Томас машет на тебя рукой. Томас героина. Да я знаю, мать мне все уши этим прожужжала, мол, мы смиримся, наша сила в упорстве, вот я упорно хочу заработать состояние. Чем тебе не исполнение удела? Но с уделами не все так просто. Вот ты, Бронтер, оделся у дворянина, хоть и не потомственно. Глянь на свои руки, ты никогда не трудился так, как я. А так-то у нас один удел. Мы должны страдать одинаково. Или вот твой отец судья корпит день-деньской над делами префектуры, а ведь дворянин же. Вот не видел, чтобы так усердно работал хоть один Ракн, блядь. Что за слова такие? Аркн. Арканоид. Ты пожимаешь плечами. Аркны же не люди. Это другой народ. В книгах сказано, что они рождены править людьми. Аркн не может быть из простых. Они всегда дворяне, меча, по праву рождения. Именно Аркны и создали империю, подчинив себе племена и княжества людей на всем материке. Вы, люди, никогда не будете равным им. Аркны лучше вас, умнее, сильнее. Их голубая кожа сияет светом благородства, конечно, если верить картинкам из книг. Сам ты никогда не видел Аркна, даже издали. Аватар, что ли, блядь, какой-то, нахуй? Пришел к нам внезапно. Ваш ленивый спор вдруг обрывает дюжий гвардеец в черном и зеленом. Он отгоняет вас подальше от фонтана, не место тут черни прохлаждаться. Цокот копыт, стук колес о мостовую. Изумрудные гербы с черной змеей на флажках заставляют тебя поежиться. Герцогский род Меленидов. Из кареты выходит юная госпожа в роскошном платье. О, моя, это Софа, наверное, да, какая-нибудь? А что он там делает-то? А хер его знает. От нее невозможно отвести глаз. Черные волосы не спадают на грудь. На грудь. Не спадают на чуть открытые плечи. Ну, почти. Хотя вон грудя тут тоже есть. Но я знаю, где лучше. Тонкая, прямая фигура, пухлые губы, аккуратный нос и черные, как ночь, глаза. Плавные, грациозные движения. Самое поразительное — небесно-голубой оттенок ее кожи. Она похожа на ожившее произведение искусства. Аркнийка. Октавия Миланит. Миланит?
Меланит, как цианид фактически, блядь. Водите мне путь. Гвардейцы Меланидов быстро расчищают аркнийской даме дорогу к фонтану. Блики палящего солнца играют на голубой коже причудливыми узорами. Изящным движением она достает платок. Изящным движением она достает платок, склоняется у фонтана и промокает лоб и шею. Ну и ну. Да это же Октавия Меланит, дочка нашего герцога. Когда Аркника чинно поворачивается обратно к карете, что-то выскакивает из ее рук и падает на мостовую недалеко от тебя. Платок! Платок оказывается прямо у твоих ног. Он выткан из дорогой ткани с воздушными изумрудными кружевами. Сердце замирает. Обратишь ли ты на себя внимание, прекрасной Аркники, или пропасть между вами слишком велика? Спрятать добычу, блядь. Добычу. Залутать, блядь. Залутал нах. Там ты быстро прячешь платок, намереваясь потом его продать. Оставить платок на память. Ты смотришь след Аркники, запоминая каждое движение. Вернуть платок Октавии. Личность. Запас. Слышу, надо. Ты направляешься к Аркнике, чтобы вернуть. В смысле запас сил? Это такой великий труд, что ли, блядь, поднять какой-то платок и отдать его? Ну, смотри, там больше нуля надо, если и 0 будет, да. Он как начнет понимать его уже надо. Пиздец, блядь. Личность. Ладно, давай вернем платок Октавии. Потому что Слышь, на, блядь. на Хули туда працуешься? говно всякое, блядь, кидает. Надо же это дворянинством становиться-то в итоге-то. Как никогда. Надо втереться, да, или потом все их туда-сюда. Потом это... это самое... Закунилингусть. Или это... Где-нибудь во дворе. Пересилив боязнь, ты следуешь за госпожой Меланит. И срывающимся голосом окликаешь ее. Аркника оборачивается, на ее прекрасном лице недоумение. Ты протягиваешь ей оброненный платок. Или оброненный. Оброненный, наверное, да, так правильно. На лице госпожи Октавии появляется брезгливая усмешка. Она делает небрежный жест в сторону гвардейцев. Хуя себе. Вот это звук был. Гвардеец наотпашь бьет тебя по лицу рукой в латной перчатке. Переносит... Сейчас опять сдохнет, что ли, блядь? Нормально. Переносится, жалобно хрустит, голова взрывается тяжелым гулом. Ты отлетаешь на землю. Сквозь звон в ушах доносится голос гвардейца. Тот интересуется у госпожи, вернуть ли платок. Октавия Меланит? Сучка, да. Да, тварь. Вообще. После рук простолюдина, пускай лучше утрется им. Надо было продать нахуй. Залутать, блядь, спрятать. Да. Карета Меланидов отъезжает. Подоспевший Томас оттаскивает тебя назад в фонтану. Голова гудит, в руке все еще смят злосчастный платок. Октавия Меланит, я сейчас... Запомнила тебя, Да. пиздате. Я тебя запомнил, сука. Равнодушие статус запомнила тебя. Юная дочь Тарквиния Меланида, герцога провинции Маагра. Блять, это как Краф Мага, блять. Вот это вот. По яйцам. Воплощение аркнийской красоты и гордости. Впервые ты увидел ее у фонтана на Золотой площади Анизотти с сыром, где она обронила платок. Запомнила тебя. Аркника запомнила тебя еще с юных лет. Запас сил минус 5, но все еще способен на всякое.
Дела сердечные, событие произошло. Познакомиться с девушкой, что, блядь? Заеби знакомцу, бля. Ты испытываешь трепет первых чувств, что, блядь? Туда-сюда, бля. Игра. Игра, блядь, какого хуя? Что с тобой не так? Или подожди, или это София? Все, ты. Я не знаю, что произошло-то. Я тоже, Не, погоди, София же... Не, мы Софию спасли как бы? Или это в предыдущей главе было? Я что-то не Я помню. не знаю. Перепуть. Познакомиться с девушкой, событие произошло. Охуенное событие, блядь. Этот, как его... Обстоятельства очень такие, да. 11-30 год, 12 лет, или сколько ему, 13 там, я уже не помню. Не успел. Год 11:30, весна, указ о курвах. Кварумах. Что там не перерыв у нас, да? А чё, ты опять хочешь всякое, что ли? Да? Чё это ты вдруг? Не знаю. Ну, сходи, я пока почитаю. Почитайте пока, да. Не зудьте сыром. И вот это вот все. Год 11:30, весна, указ о кварумах. Тебе уже 12 лет, 12 все-таки. Я что думал, 13. Думал, там через 2 года скачет, оказывается, только вот по году. Тебе уже 12 лет. Этой весной тебе запомнился один важный разговор. Матушка отправляет всех домашних спать. Да. Ты подходишь... Ты проходишь мимо кабинета отца. Оттуда доносятся голоса. Дед кричит на отца. Отец ему негромко отвечает. Старшие Бронте спорят о положении простого сословия в городе. Ты тихонько, чтобы матушка не заметила, проскальзываешь наружу и прячешься у открытого окна отцовского кабинета. Вдруг прозвучит и твое имя. Грегор Бронте. «Этот идиот-простолюдин посмел прийти ко мне и просить меня об услуге, вангуя напрямую». Вангую, да. В наглую, напрямую. Он подумал, что я поддержу его притязание на место председателя в моем кворуме. Как он посмел, блядь? Роберт Бронте. Так, ждем Роберта Бронте. Роберт Бронте пошел смотреть всякое обтекаемое. Я пока перекурю тогда. Почему бы и да? Там, вжух где-то уже был на заднем плане. Где-то ходит. А помимо... Всем буль, господа, кстати. Обновим от важных напитков. Там Роберт Бронте. Ты вовремя пришел. Да, я знал. А что он делает? Какой отец? Они, короче, там спорили. Что-то пиздюк 12 лет сейчас нашему автандилу. Да. Вот. Короче, он там что-то по дому ходил, услышал, как дед Бронте что-то спорит с Умер? этим. Не, дед не умер. Они, короче, с отцом спорят, а и дед выебывается на кого-то. Говорит, как кто-то, какая-то мразь. Вот, и, короче, так вот. Отец, послушай, Майер Эйгмонт весьма влиятельный в Маргарет человек. Хоть и простой по рождению. Он обладает 5 железными рудниками. Иметь такого человека в друзьях было бы полезно. А если он станет председателем планеты, палаты в малой... Планеты, блядь, да. Кворуме. Ворм, да. Председатель планеты. Целый, блядь. Прикинь должность такой. Председатель планеты Марс. Ну, чисто, например. Почему бы... Лучше вождь. Вождь.
всякого. Так, давай дальше. Грегора Бранте. Роберт! Мне плевать, кто он. В первую очередь Эгман простолюдин. Его удел терпение и покорность. Ему подобные не способны править. Они стадо овец, которым нужна крепкая дворянская рука, блядь. Я столько сил потратил на то, чтобы закон о малых кворумах не был принят, блядь. Но проклятый Корнелий Темпест сделал все, чтобы император подписал эту жалкую бумажку, блядь. И теперь даже простолюдинам дали власть, блядь. Настоящую власть, блядь. Роберт, блядь. Вот это вот. Вот это вот нормальный Грегор Бранте. Прям вообще. Роберт Бранте. Я столько сил потратил на то, чтобы... А где? О, нихуя себе, он только переключился. Это всего лишь... Чего? Возможности. Это всего лишь... Блядь. Обсуждать размер герцогского члена. Крышки опять роняют. Не По валютам в будущем. Это всего лишь возможность обсуждать размер герцогского налога. Не более того. Это где? Это начало! А что дальше? Начнут давать в руки низкого сословия оружие? Позволять им судить, блядь? Если империя отвергнет традиции и уделы, она развалится на части, блядь. Да кому я это говорю, блядь? Она уже разваливается, блядь. И ты, блядь, свой сын, блядь. Да кому я это говорю? Она уже разваливается. И ты, мой сын, мой наследник. Тому пример, блядь. Роберт Бранте. Прошу тебя, отец, я не намерен жениться в 3-й раз. Лидия послушная и хорошая мать моим детям. И если ты позволил ей... Ничего не позволю, ни твоей Сейчас. Раз, два, 3, 7. Ничего не позволю ни твоей приживалке, ни Эгмонту, чтобы потом жить по законам низкорожденных, блядь. Блядь, инфаркт, нахуй же, блядь, и инсульты, все вместе, блядь. Блядь, да. Я вижу, к чему все идет. И я скорее сам себя проткну шпагой, чем буду жить в стране, где дворянин и простолюдин равны в правах, блядь. Все, о чем я мечтал, увидеть фамилию Бранте в синей книге, но моя мечта не сбудется, блядь. Ко мне никогда не обратятся достопочтимый господин Эль Бранте, а всему виной твой брак, блядь. Одна лишь надежда услышать это обращение в адрес Стефана. Хвала близнецам. Я не позволил тебе загубить мальчика, блядь. Он растет настоящим дворянином. Его дети будут Эль Бранте, блядь. Мне кажется, дед уже в алкашиху скатился, блядь, куда-то там засамогонился уже, блядь. Вот это вот. Блядь. А? С горя. Да. Блядь. У тебя еще 2 внука. Эти мягкотелые мещанские сосунки, они ни на что не способны. В лучшем случае средний добьется дворянства мантии, если сумеет пролезть в имперский университет, блядь. Хоть у меня и большие сомнения на этот счет. А на твоего пришибленного младшего я бы совсем не надеялся. Ты слышишь тяжелые шаги деда, стук его трости, захлопнувшаяся дверь. Пора возвращаться внутрь, пока тебя не заметили. Пока не замели, блядь. Власть плюс раз. Минус 3 в итоге. Власть наместника.
Учеба в школе. 11:30 год. Ты приступил к обучению в школе господина Триборга и начал осваивать новый, сука, киборг-убийца, блядь. Какие науки он хочет там освоить, блядь? Очень интересно. Буря ожиданий. Учителя перестали приходить на дом. Не успел ты облегченно выдохнуть и отложить в сторону книги, как тебя вызвал в свой кабинет отец. Отец. Роберт Барданте. Отец. Ну что, сын, ты вырос. Пора продолжать обучение вне дома. Я выбрал для тебя достойное заведение, школа господина Тиборга. Киборга. Там учатся и дворянские сыновья, и дети мещан из тех, кто побогаче. Но это не дворянский пансионат, конечно. Вечером будешь возвращаться домой. Ты делишься новостью с закадычным другом Томасом. Томас, брат. Бро, нига. Томас героина. Школа господина Киборга, говоришь? Попрошу я родителей, чтобы отдали меня туда, как только денег скопят. Отец говорит, его мастерская 6 лет только на мою учебу и пахала. Киборг-убийца, блядь. Вот это мастерская киборга-убийца. Мук. Киборг-убийца. Киборг-убийца. И вот это вот все. Так, Мук, заходи, пожалуйста, дорогой. Вау! Давай еще раз. Спасибо за молчание, за 177, я прекрасно понял. О чем это? Я когда-нибудь это закончу. Ну, я имею в виду... Ну и... Seven Sins монтировать, да. Мы все ждем этого момента. Да, конечно. Может быть, до Нового года я это сделаю. Может быть, это будет новогоднее обращение, блядь. Президента. Хотя очень оптимистично. Вот. Я не знаю, может быть, и кто-то еще все еще считает то, что следующий год наступит. Так что... вон, я тут в Телеграм к нам это скидывал, то, что тут по соседству уже в убежищах воду запасать начали, блядь. Так что... Ну, так это нормально. Нормально, ну да, поэтому надо, короче... Ну, как бы они это должны делать. Да. Надо в армию идти скорее, вот что я думаю. Вот, но у меня пока... Те лишь бы Сенсис не монтировали. У меня пока это не вызвали как надо. То есть сказали вызовут. Вот я и жду, когда вызовут. Вот скорее всего это уже после Нового года будет, потому что сейчас призыв осенний начался уже. Там не до этого всего. А ты думаешь, хохлов до весны хватит? Не знаю. Ну, до последнего хохла, как они там хотят, да? Ну да. Ну, хоть куда-нибудь успеть. Под ружье поставиться. Послужить. Последний долг родине еще раз отдать. Буря ожиданий. Так, а это я читал уже, нет? Школа расположилась в старинном особняке аркнийской постройки. Под сводами залов с массивными скамьями гулко звучат голоса преподавателей и прилежно скрипят перья. Исторические даты, тонкости имперских законов, богословские трактаты. Порядки здесь строгие, занятия изнурительные. Беспокойный Томас вечно отвлекается. Куда? Куда-то. За что уже несколько раз получал палкой по спине.
Еблу, блядь. По рукам тут написано. Типа, ну, тут святое врезать палкой по спине, блядь. Вот это всё. Как в той песне, да, Киша? Типа, когда хотелось баловаться, это жаль нет ружья, по-моему, да? Каждый учитель ждет от вас идеального знания по своему предмету. Отец ежедневно расспрашивает тебя об успехах в обучении. Ты уже дважды пересказал ему историю присоединения провинции Магры к империи. Магра, подагра. В подробностях объяснил различия между судами Сусами дворянина и гражданами суда. граждане. В подробностях объяснил различия между судами чести для дворян и гражданскими судами в городской префектуре. Но отец требует от тебя все большего усердия. Матушка же не отпускает тебя спать, пока ты не прочитаешь ей новую заученную молитву. Сначала, блядь, у меня промелькнул, пока не подрочишь, блядь. Ей. На лавочке. А каждое утро, отправляясь на учебу, ты обещаешь матери вести себя в большом мире смиренно. Ты не совершать дерзостей и выходок. Ты по-прежнему несешь на себе удел простого сословия, труд и страдания. Учителя объявили, что в конце первого месяца учебы будет проведена экзаменация. Будут определены лучшие и худшие ученики по каждому из предметов. Отец настаивает, если соберешься идти по его стопам, нужно потратить все время на изучение права и истории. Но беседы с матушкой рождают в тебе мысли, что тебе может оказаться ближе богословие. Ты часто вспоминаешь свои детские откровения и соприкосновения с божественным. Монахом, что ли, стать? Или чё, блядь? Альманахом. Эльмона или инквизитором. Во, натуре. Надо это, в инквизицию, короче, идти. Я так понимаю, сжечь на костре неверных. И вот это вот все. Ну а чё, по православному же? Экзамизации, блядь. Экскумизации. До экзаменации день. Ты заперся в своей комнате. Уже вечереет. Ты устало гладишь книги. Ты устало глядишь на книги. От одного вида кожаных корешков тебя мутит. На столе твои записи. Чтобы пройти экзамен, надо прочитать все еще раз. Хотя бы по одному из предметов. Тебе не дает покоя беда, в которую накануне угодил Томас. Твой друг повздорил с мальчишками с соседней улицы. Они услышали про вашу крепость из досок и тут же завопили, что простолюдинам нельзя строить военные укрепления. Пообещали, что нынче же вечером пойдут ее ломать. Томас заявил, что будет защищать деревянную крепость до последнего. Бросить книги и уйти на помощь другу? Но в комнату тихонько стучится младший брат Натан. Натан. Похуй. Робко встает на пороге и молчит. С ним такое часто бывает. Если не начать разговор самому, он так и не вымолвит ни слова, а то и убежит. Но брат все-таки заговаривает. Я себе. Оно говорит. Натан Бранте. Ты закрылся тут. Тебе плохо, автандил. Я... Автандил. А чё, нормальное имя, я считаю. Я смогу тебе помочь? Голова идет кругом до школьной экзаменизации. Дошкольной экзаменизации... Да. Надо это... Губы размять просто. Про язык не забыл. Язык я с женщиной разминал недавно. Дошкольный
Дошкольной экзаменации, вот, блядь, остался только этот вечер. Если провалиться, семья будет тобой крайне недовольна. Нужно успеть повторить право или богословие. Тем временем Томас и ваша крепость в беде. Как не вовремя. От мысли от этом зубы скрипят от злости. Король Артур, на нас напали! И вот это вот все, да? А у порога сопит Натан, изо всех сил стараясь не мешать. Младший брат зачем-то неловко протягивает тебе руку помощи. Примешь ли ты ее? Сосредоточиться на праве истории. Ты упорно штудируешь книги о светских науках. Пойти на помощь Томасу. Ты тайком выбираешься из дома и спешишь к вашей крепости. Изучать богословие. Ты посвящаешь остаток времени перед экзаменом богословским трактатом. Ты уделить время Натану. Ты откладываешь дела и принимаешь поддержку брата. Чё делать-то, блядь? Бля. Пускай пиздюк продолжает учить, а ты съебался на крепость. Пойти на помощь брату Ниге? Блять, знаю, что там. А то его там сейчас отпиздят, блядь. Да, пиздец. Надо тогда нашему этому брату белому нигеру сходить, помочь. Но учитывая то, что он говорит, надо еще раз что-нибудь почитать, значит он уже, блядь, знает. Ну да. А все мы знаем, все мы сдавали экзамены, зубрение ни к чему, блядь, не приведет. Именно, надо понимать, а не зубрить вот это вот все, блядь, чисто. Пошли к Нигасу, поможем. Ты выставляешь Натана из комнаты, никак он тебе не поможет, ты готовишься к экзамену. Убедившись, что за дверью теперь никого, ты открываешь окно, выбираешься во двор и перелезаешь через ограду. Ты мчишься к вашей с Томасом деревянной крепости. А его уже там распяли, блядь? Инквизицию провели. Инквизиция, да. Драка за крепость уже в разгаре. Томас, зажатый в углу, отбивается оторванной доской сразу от 3 мальчуганов. Силы неравные, с 2 твой жилистый друг еще мог бы справиться. Но 3 уже чересчур. Где ты был, Автандил? Они хотят сломать нам крепость, убей их! Ты врываешься в драку, словно конница святых воителей, с фланга на огромной скорости и неожиданно для вражеской стороны. Оттаскиваешь к себе одного из мальчишек и ударом в челюсть укладываешь его на землю. Томас торжествует. Вдвоем разобраться с оставшимися не составит труда. Противники с позором отступают. Правый глаз Томаса заплыл, костяшки сбиты, но вид у него на редкость довольный. Без тебя я бы не справился, дружище. Ишь, вздумали нам указывать, по праву ли нам крепость строить. Ну давай чинить. Среди ночи, блядь. Давай, блядь. Ремкомплект и петушители еще принеси. На экзамене ты не блещешь, но все же и не проваливаешься. Семья тобой не слишком довольна, но жизнь и учеба продолжается. Ты сам знаешь, что мог отличиться перед учителями, но зато ваша крепость из досок гордо стоит дальше. Отношения симпатия, блядь, плюс раз. Вот давай только не это. Без вот этого. Братской любви. Братская любовь. Крепкая мужская любовь, блядь. Межчленная, да. Смышленая, находчивость. Вот 11:30, осень, дворянские титулы. Учеба продолжается. На уроках имперского права ты наконец усваиваешь, что даже внутри дворянского сословия есть своя иерархия. Понемногу проясняется разница между разложением твоего отца, более знатных дворян из людского рода, и аркнов.
арканавтов. Они еще живые? Что это? Арканавты? А вот эту вот бабу, у которой мы платок отжали. Не отжали же. Ну, По итогу-то отжали. По итогу, она да. ж не взяла. Или там стражник себе в карман умыкнул. Не-не-не, там же было написано то, что это... Типа, она же сказала, типа, оставь платок себе, грязная, немытая мразь, блядь. Грязь, блядь. Да. Ты кто такой, нахуй, да? И вот это вот все. Вооруженный новыми знаниями, ты возвращаешься домой. Вооруженный, да. После ужина отец, как всегда, расспрашивает тебя о делах в школе. Роберт Бранте. О-хо-хо-хо. О-хо-хо. И чем же отличаются дворяне... Чё? Дворяне мантия от дворяне меча Автандил. И чем же отличаются дворяне мантии от дворян меча, Автандил? Ты помнишь? Я вот нихуя не помню. Ты о чем? Чем они отличаются, блядь. А кто это? Ну, у них же там разные дворяне, вот это. Какая мантия, какая меча? Мантия, я предполагаю, это волшебники, а Ну, меча это воин. ну, как эти герои меча и мантии. И так же они назывались. Ты уверен... Ты уверенно отвечаешь... Да? Да? Ты уверенно отвечаешь, дворянство меча передается по наследству. Это знатнейшие люди империи после аркнов. Они владеют змеей... да. Они владеют землей и поместьями, занимают самые высокие посты. Имена их родов хранит Великая Синяя Стена... Синяя книга. Стена, блядь. А у меня какая-то своя, это ж... метавселенная, блядь, этих арканов в голове. Имена их родов хранит Великая Синяя книга. Даровать такой титул может только владыка провинции или сам император. Во славу императора, блядь. Роберт Бранте. Что? А как следует общаться с такими господами? Господами. Во. Господами, не, господами. Ты отвечаешь. Добавлять к их имени почетное «Л». К примеру, господин Агюстен Эль Бёрн. Или мохнатый шмель был у нас такой. Заходил. Эй, президент! Да. Надо, кстати, остров захватить. Windows 10 поставь сначала. А чё, оно не пойдет, что ли, 6-й тропика? Так у тебя ж не пошел. А, да. Надо 10, наверное. Отец одобрительно хлопает тебя по плечу. Роберт Браданте. А что же ты узнал об аркаканах и их положении? Аркаканы. Ах, Аркнах. Аркаканы выше любой знати. Рожденный Аркном всегда будет править нижестоящими людьми, каков ни был бы их титул. Сами Аркны не нуждаются в почетной приставке Эль, потому что их древние фамилии обязан знать каждый. Это что-то типа эльфов этих, только не черных, да? Отец не весел. Это гниды, только если кто-то думает, что это не так. Отец невесело кивает. Ой, а можно назад? Назад? Назад. Роберт Бронте. Да, блять, заебал. Че ты туда-сюда скачешь? Да, нам не стать равным им. Даже не вздумай идти против воли Аркна. Никогда. Там дальше еще. Да? А какой знати принадлежим я и твой дед? Ну, дед явно к педерам. К педикам, да, каким-то.
Это просто. К дворянам мантии. Этот титул не передается по наследству, зато его может добиться даже простолюдин, если будет доблестно служить империи в рядах легиона или на посту чиновника. Отец вдруг затихает и внимательно смотрит тебе в глаза. Роберт Бронте. Да, и ты тоже обязательно добьешься дворянского знания, сын, в свое время. Дворянские дети. Среди учеников школы господина Киборга, как отпрыски дворян мантии, так и дети низкого звания ни дня не проходит, чтобы первые не нашли повод задеть вторых и показать свое превосходство. Свое превосходство. Да. Блядь, да что такое-то, сука? Возглавляет их обычно заносчивый грубиян по имени Дидердик, сын секретаря имперской канцелярии. Тебя дворянские дети не трогают, знают, что твой отец тоже благородный. Излюбленной целью насмешек Дидердика и его свиты быстро становится Томас. Сколько бы ты не убеждал друга не обращать внимания на подколы, Томас все равно раз за разом злится и огрызается, вызывая у дворянских детей довольный смех. Утро. Да. Утро. Ученики... Утро. Да, утро. Ученики стекаются в зал ожидания, Ученики стекаются в зал в ожидании начала занятий. Завидев Томаса, ты машешь ему рукой и зовешь сесть за одну скамью. Твой друг поднимает руку в ответном приветствии, и тут его окатывает помоями из ведра. Дидердик со своей свитой, кто же еще, знакомый, скрипучий смех, сын портовой шлюхи. Пусть сидит подальше от приличных господ. Томас сжимает кулаки. Тебе кадец, Дидердик. Томас воинственно бросается на дворянских детей, обступившего своего предводителя. Однако те только этого и ждали. Томас первый на них напал. Ему не дают сделать ни из шага. Хватают сразу вчетвером. Дидердик ухмыляется и пинает своего друга под дых. Томас шумом глотает воздух и начинает кашлять. В момент, когда Дидердик заносит ногу для второго пинка, между ним и Томасом встаешь ты. Главарь дворянских детей чуть приподнимает брови. Почему это ты вообще якшаешься с простолюдином? Ведь ты сын дворяняня. Сын дворянина мантии. Дружить стоит с равным себе, а не с грязью подошв. За твоей спиной четверо держит яростно вырывающегося Томаса. Остальные ученики замерли и следят за вами в страхе. Нахальный Дидердик протягивает тебе руку, ожидая, что ты ее пожмешь. Как поступить? Вызвать Дидердика на схватку. Ты предлагаешь дворянскому сыну бой раз на раз. Выдать Дидердика учителям. Ты находишь управу на Дидердика и его свиту. Увещевать дворянских детей. Дети дворян мантии пока еще тоже несут удел простого сословия. Что делать? Тут только 3 выбора. Нассать на руку нельзя ему. А чё пожать? Кому пожать руку? Не можно столько. Условия не выполнены. Ты, у тебя мало очков крысятничества. Да. Надо что-то... Давай на схватку биться будем хуями. Биться на хуях будем.
Ты не протягиваешь руки в ответ. Вместо этого ты предлагаешь Дидердику показать хоть немного достоинства и схватить с тобой раз на раз. Если, конечно, тот считает себя сыном дворянина. Лицо Дидердика становится серьезным. Отказаться при других дворянских детях он не может. По знаку Дидердика остальные дворянские дети выпускают Томаса, толкая его на землю. Тот с проклятиями поднимается, готовый накинуться на них снова, но ты останавливаешь друга. Восшедший учитель имперского права заставляет вас мигом вернуться на скамьи. Занятие пролетает одно за другим, пока ты в красках представляешь, как с лица Дидердика пропадает гаденькая улыбочка. Томас Гидря. Давай вдвоем поймаем этого мерзавца и начистим его морду. Это же мне от него досталось, а не тебе. Ты объясняешь другу, вы заключили уговор. Теперь это уже дело чести. Томас недовольно сопит, но слушает тебя. Дидердик и его свита уже ждет вас в тесном переулке возле школы. Ты выходишь вперед и предлагаешь покончить со спором раз и навсегда. Так это делают дворяне. Если в бою победишь ты, Дидердик и прочие дворянские дети больше не тронут никого из мещанских. Если победит Дидердик, ты больше не скажешь ни слова в защиту простолюдинов. Бой будет 1 на 1. Дидердик нерешительно выходит к тебе, вы оба закатываете рукава рубашек. Ты понимаешь кулаки, Дидердик неловко повторяет твое движение, ты бьешь первым, Дидердик пару раз умудряется тебя задеть, но его попытки тщетные, они ни разу не были... Он ни разу не был в настоящей уличной драке. Томас одобрительно кивает. Многому научил тебя он. Моя школа, да. Да, мой пиздюк, блядь. Вот это вот всё. Дидердик сопротивлялся недолго. Получив очередной удар, он визжа отпрыгивает и поднимает руки. Ты победил. Ты поворачиваешься к притихшим детям дворян. Больше никаких издевательств. Если ты услышишь хоть одно дурное слово в адрес Томасины, сказавший это поплатится. Я тут клитором командую. Да, блядь. я повелитель клитора. И вот это вот все. Вот, так решаются все проблемы. А не то, что он этот рогатый сытся сидит, блядь. Бывшая свита Дидердика молча расползается. Отношение симпатия +3. Да, плюс раз, плюс 3 с братой Нигером. Благородство честный. Чё, все, больше ничего не дадут? 11:31, 13 лет. Пора самогон жрать, наверное. Все-таки. Ну, уже это замуж пора. Замуж, блядь. Белое древо. На уроках богословия часто рассказывают, что ваш город Анизотти-Сейром не только столица провинции, это еще и святое богословное место. Богословенное. Благословенное, да, все правильно. Именно здесь из кровати первых учащих... Что, блядь? Именно здесь... Какой кровати? Из кровати, да, вышел. Именно здесь из крови первых учеников-близнецов произросло белое древо. Ты видишь его гигантскую седую крону, нависавшую над городом каждый день, но ни разу ты не был у его подножья. И только сегодня вам предстоит первое путешествие к Белому Древу. Учитель богословия собирает вас на службу в великом храме, раскинувшемся у его корней. Вам, наконец, дадут посмотреть на этот памятник пришествию близнецов вблизи. Все ученики в радостном предвкушении. Вы входите в трущобы храмового квартала Анизотти-Сейром. Когда вы вступаете по земле, под ногами чувствуется пульсация протянувшихся повсюду корней. Подножье древа окружено жалкими лачугами и грязными дворами. Здесь ютятся нищие, батраки, проповедники. Жители квартала встречают вашу процессию смиренными поклонами.
указывает дорогу к храму. Несмотря на страшную бедность, они кажутся умиротворенными. Учитель говорит, что это божественная благодать древа, так действует на живущих под его сенью. Это место примирения со своей судьбой и всем миром. Ученики и вправду притихают, прислушавшись к шелесту крона и биению корней под ногами. Ветви древа закрывают все небо над вами. Храм близнецов Близнецов, да. Храм близнецов расположился прямо у исполинского ствола, будто тоже врос в древо. Толпятся паломники в дорожных одеяниях, нищие, простые горожане, мелькают и роскошные наряды дворян. Некоторые посетители храма, сбившись в стайки, о чем-то спорят. Многие бродят, устремив взгляд вверх к ветрам великого дерева. К ветвям. Бродят. Или бродят. Не, бродят. Бродить же это другое, да? Сюда. Древо поражает своей мощью, от него веет спокойствием. Хочется сесть и подумать, понять о себе что-то, прикоснуться к белой коре, прислушавшись к шороху листьев. Залюбовавшись древом, ты немного отстаешь от товарищей по школе. Примечаешь небольшую тропинку, если по ней пойти, окажешься совсем близко к стволу. У-ля-ля. От тропы паломников отделяется высокая рыжеволосая женщина. Женщин, да? Женщин мы любим, да. Да. В поношенной белой рясе. Она не молода, но какая-то немолодая женщина. Но живое лицо в веснушках делает ее похожей на ребенка. В руках ее книга. Ты видишь паломницу первый раз в жизни, но она смотрит на тебя словно на давнего друга. Софий, что ли, пришел? Немолодой уже. Паломница подзывает тебя к себе, говорит свое имя. Матильда. Проповедница из Астини. Слушай, а я что-то такое не помню. Что за Матильда, блядь? Когда? Ай? Кто это? Матильда. Вот я Из Астонии. из Астонии что-то не помню такое. Хоть и похвально видеть в юноше чуткость к обучению близнецов, говорит проповедница, ты не найдешь дороги к правде под крышей храма. Там тебе заново станут пересказывать ложь об уделах, освященную веками ошибку пророка Изатиса, хотя каждый, кто даст себе труд прочесть жития близнецов, знает, что в них нет ни слова об уделах. Гердилдах. Победил. Ее слова поражают тебя. Все, что говорит проповедница, пугающе не похоже ни на рассуждения учителей богословия, ни на слова матушки, уделы, ложь. Ты замираешь, не понимая, то ли ввязаться в спор, то ли расспросить Матильду поподробнее. Или она просто сумасшедшая и разумнее всего вернуться к остальным. В этот момент твою руку хватает чья-то маленькая теплая ладошка. Рядом с тобой девушка в... Да, уля-ля. Дети мягкие. Рядом с тобой девушка в бедном, но очень чистом черном платье. Ее волосы убраны под платок, из-под которого выглядывает тонкая светлая прядь. Она чуть постарше тебя, ее рука тянет тебя прочь от проповедницы. В карих глазах девушки гнев. Ой, проблемы. Ты недоуменно смотришь на юную незнакомку. От неожиданного прикосновения кровь приливает к шее, а может к хую? Щеки девушки тоже чуть розовеют, и она быстро начинает говорить. Жанна! О, май. Жанна. Жанна. Стюардесса по имени Жанна. Как там дальше было, я не помню. Давай, Жанна. Кто Жанна? Я Жанна. Ты за всех женщин сегодня.
Я ни одной стороны не знаю, как они звучат. Они тут никак не звучат. Тут нет озвучки. Ну, я бы из жизни взял, но я ни одной Жанны не знаю. Блин, знавал я когда-то одну Жанну, но я не помню. Не слушай ее. Если... А сколько ей лет? Так, подожди, нашему Автандилу 13, там было написано, типа, она чуть старше его. Ну, 14, наверное. Ну, Пускай. 15. 15, да. Покажи сиськи. Я? Нет, это он ей должен так сказать. Ну, так у нее же, типа, выросли, наверное, уже к этому, поэтому... А он как раз... Бля, 15 лет, что ли? Ёпаный. Так они там, блядь, ходят, вон, блядь, по 12 лет, а пиздец. Там такие коровы, нахуй. Вот. Не слушай. Не... Блять. Вот, Не слушай ее. Это опасный человек. Иди за мной в храм. Только там тебе откроется истина. Ой, это сослужительница какая-то. секта какая-то, понятно. Сектантка. Вот, а это Автандил-то наш сейчас в пубертат вступает как раз в этот отвратительный возраст, блядь. Поэтому он сейчас должен всякое там это... Кругом тихий шепот молящихся, их аккуратные шаги. Ты остановился меж двух незнакомых фигур. Каждый из них ждет, что ты пойдешь за ней. А в ветвях древа над твоей головой шумит ветер. Ветви тянутся к тебе, охватывает чувство, будто само древо хочет тебе о чем-то поведать. Но сумеешь ли ты услышать его голос? Можно послать нахуй этих женщин и уйти к дереву нахуй Ну, просто. как вариант, тебе шманит дерево. Может, там ты что-то найдешь. Тут озарение у него, Смотри, чтобы пойти за девушкой, тебе что-то надо потратить. запас сил. А открыться откровение, что? Озарение, а что такое? А что? Чего? Пойти Ой. за девушкой, что откроется тебе в храме. Остаться с паломницей, о чем еще она расскажет? Уйти к древу. Оно знает больше, чем любой из людей. А открыться откровению, там озарение какое-то нужно было. Вот. Ты открываешься дереву и даешь ему говорить с собой. Вот. А озарение, видимо, не случилось до этого. Поэтому можно просто уйти к дереву, нахуй. Ну, да, да. Разговаривать с ним, да? С деревом, блядь. Йоу, брат, дерево. Да, древо Нига. Древо прекрасное. Белая крона уходит ввысь. Ствол такой толщины, что обойти его будет сложно. Листья умиротворящие шуршат на ветру. Древо будто говорит с тобой. Ты покидаешь спор странной проповедницы и юной служки, не обращая внимания на их оклики. Ты обходишь храм, всех людей возле него, шаг за шагом приближаясь к древу. Поднимаешь чуть дрожащую ладонь и прикасаешься к стволу. Кора неожиданно теплая, внутри корней чувствуется пульсация. Древо живое. Его корни так огромные, что образуют гроты из корней и земли. Ты протискиваешься в один такой внутри, удивительно светло и тихо. Шум Анизотти с сыром остается позади. Сейчас есть только ты и древо. Чё за, блядь, древофилия, нахуй? Начинается. Ну, вообще пиздец. Начинается, блядь, тут у них всякое. Ты садишься на Про ствол. Да. Ты садишься на корень. Он в тебе там этот... Ты садишься. Под тобой шуршат листья. Все, что слышно, размеренный пульс жизни, разливающийся по древу. Он совпадает с твоим сердцебиением. Мысли становятся стройными и четкими. Уходят сомнения, исчезает лишняя суета. Древо говорит тебе. Или это ты думаешь странное, непривычное, захватывающее. О тепле любви,
о кристальной ясности закона, о том, как любовь и закон сплетаются, даруя тебе чудо жизни. Тело само собой выпрямляется, и на губах появляется улыбка. Часы пролетают как мгновение. Ёпт. Чего там появляется? Все что-то там появляется у него. Неизвестно, сколько времени проходит, пока краем уха ты не улавливаешь свое имя. Тебя давно ищут преподаватели и другие ученики. Увы, пора выйти из грота. На Анизотте с Иром уже опускается вечер. Как незаметно пролетел день. Ты быстро объясняешь учителю, что белое древо позвало тебя к себе. И вместо упреков богослов, понимающе кивает. Понимаю, да. Я тоже здесь с папоротником разговариваю, блядь. Полон сил. Запас плюс 10. Заебись же. По дороге... А? О, говорю. Ну, Пополнил дерево, запас сил. всего 15. Нормально. Угостил своим соком Да. из ствола. Из ствола. Да. По дороге домой ты постоянно оглядываешься назад на древо. С тобой произошло нечто, чему сам не находишь слов. Он просто не помнит этого. Как в этих, блядь, зловещих мертвецах, у него там корешки вот эти. Туда-сюда. Как в японских фильмах. Тентакль, блядь. Тень прошлого. Закончен очередной день в школе. Ты возвращаешься домой, все еще размышляя об услышанном от учителей. Основание империи. Незыблемая и вечная власть одной династии. 3 сословия с разными правами. Как загадочно и в то же время складно устроен мир. По крайней мере, в речах преподавателей или на страницах книг. На крыльце тебя дожидается матушка. Она мягко улыбается при виде тебя, но с ее лица не сходит озабоченность. С тех пор, как отец отправился в долгую поездку по дальним городам провинции, мать уже не раз хотела... Мать уже не раз хотела о чем-то побеседовать с тобой, но словно не решалась. Лидия Бранте. Опес, давай, зачитывай, я пущу человека. Лидия Бранте. Перерыв, что ли? Я говорю, Лидия Бранте, зачитывай, я пущу человека. А, я думал, ты пустил, а потом зачитывает. Не-не. Сынок, положи свои вещи и приходи помолиться вместе со мной. Ты... А, да, сейчас. Заходи, Котопес. Вау, давай еще раз. Дядь Пи, а что будет после? После там Максим что-то хотел постримить. Ну, не сегодня, а на это. Ну, вообще. Да, Максим? Чё? Кто? Зачем? Нет. Ст- Я хотел перерыва. Опять посмотреть всякое? Да. Ой, ну да, давай посмотрим всякое, сходим. Так, сейчас я поставлю тогда. Во. О, Куркот. Империя Кур, я тоже схожу, посмотрю. Ага. На вот это вот все. Опять там что-то трое. Все что-то там начинает. Какие-то батлы, не батлы. Не знаю. Короче, сейчас посмотрим. Всякое через минуточку вернемся.
И там ты присоединяешься к матери в молитве к близнецам. Мать молится искренне и рьяно, низко склонив голову, еле-еле повторяя слова покорности богам и их замыслу. Ты повторяешь за ней, как она учила тебя с самого детства. Ты решил пока место рассказчика занять? Да, пока ты там срешь. Обтекателя. Вроде в порядке он там. Я не отвалился. Функционирует как надо. Чш. И вот это вот все. Так. Так, пока что у нас? Перерыв, перекур. Это вот. Короче, что будет дальше? Что будет дальше? Я пока не знаю. Что будет дальше? У меня же целый список вот этого вот всего. Чё там на это? Вот. Что там? Чё это? Жизнь Клима Самгина. Ну, может быть, что-то зажигалку. Короче, что, у меня же тут это целый... Так, это... Нет, это список. Своим листком, блядь. Нет, Заведи тетрадь же. это по-прежнему список моих охуительных качеств, а тут... ну, тут схематическое порно с моим членом Сашки. И что там, утверждение прошло, что ли? Че утверждение? Ну, по подписи поставить на схему. Короче, что? Вот Иерихон мы закончили. Вон, наконец-то, блядь. GTA ISA, вот, все еще продолжается. Да. Days Gone все еще продолжается. Кратос все еще продолжается. Дракон все еще продолжается. Бля, с этим драконом за меня заебал просто. Звездный десант Дюна. Идет нахуй. Нет, это я хочу посмотреть, вот что они там наделали. Кого наделали? В этой стратегии вот в этом году вышла по Звездному десанту. Я хочу посмотреть. Да? Да. Стратегия вышла в 2022 году? Да? А чё, ебанутый? По Дюне хочу вот стратегию заценить. Вот, которая тоже в этом году вышла. Metro Exodus, Detroit, Dark Pictures, Medium, Heavy Rain как-нибудь добить. Beyond, Horizon. Нихуя ты вспомнил, блядь. Тогда и Beyond Two Souls, или Да. как там это, попугай этот. Не, ну Beyond, Покемон. Beyond у нас злобный покемон. Beyond у нас пройден еще на PlayStation 3, блядь. Но хочется на ПК его еще нормально пройти. Ну да. Horizon, Zero Dawn про бурятов во льдах. Динозавры, Ктулху, Лето, РНР, Red Dead Redemption, Мафия 3 вопрос. Браданте вот сейчас идет. Стрей, вот в Сашку, в которую играл, и в динозавров она играла. Еще что-то я тут дописал. Клуне. Кунилингус. Блять, Клуне, ёпта. Не, Кунилингус Сашки, а в эфир к Луне. Волдмане. To the Moon. Короче, игра еще была так. Кого? To the Moon. To the Moon. Короче, к Луне. Вверх и вперед. Там, короче, два этих доктора вокруг кровати бегали. Его, бля. Это, бля, порно-сюжет уже какой-то начался. Это, блядь, сюжет из пьюхушки, нахуй. Нет, там, короче, пиздюк какой-то больной. Вот. И два доктора его там обхаживали. Короче, пиздюк на Луну хотел полететь в итоге. И там, короче, типа, жизнь его проживается, типа, как бы он мог ее прожить. Я же говорю, сюжет из психушки. Ну, типа того. Watch Dogs, это рубрика Осетер Play. Нет. Speedruin, рубрика Speedruin еще. Mirror's Edge 2 и Сын Рима.
Еще ремастеры игр в этих с Дэнди Сегином. Короче, еще. Короче, Котопес, ну ты понял. Короче, еще до хера, а ближайшее я пока не знаю, что. Вот после Бранта. Я не знаю, он там Максим на следующей неделе что-то постримит. Что-то. Вот, а я не знаю, я еще подумаю. Вот, может быть, Браданте потом еще разочек. А может быть, и что-то новое. Может быть, метро начнем, хуй знает. Да? Вот. Там еще у меня цветочек нарисованный на другой бумажке. Но правда, это херовая попытка была. Нормальный рисуночек уже давно у Сашки лежит. КВТ, заходи, пожалуйста. Даешь аудиокнигу. Мы думаем над этим постоянно. Наверное. Как только Seventeen смонтируется, да. Как только Seven Sins, да, смонтируется, так будет аудиокнига господина Барданте, наверное. Вот. Ой, нам даже на Good Game написали. Вот. Охренеть. Он живой еще, что ли? Good Game. Привет. Я играл, но бросил на последнем акте. Играл сначала сам, а потом понял, что либо поступаешь как сам бы хотел, либо получаешь нормальные статы. И по найденной стратегии прошел пролог, чтобы прокачка была оптимальная. Правда, даже и так старался, как бы я поступил. Мы поступаем так, чтобы это была социалистическая революция. Мы строим коммунизм. Короче, я не знаю, мы поступаем как, может быть, поступили бы. Ну, в итоге вроде нормально что-то получается. Вроде что-то. Кстати, Рутуб вроде живой, там с десяток зрителей где-то. Так. 10 миллиардов китайцев смотрят. 10. А я не знаю, можно тут где-то статистику посмотреть? А, вот личность, смотри. Китайцев? Возраст 13 лет, Автонил Бранте. Простолюдин, дело школьник, смерть Адана. Благородство 2, находчивость 2, духовность 1, запас сил 15. Зато запасливый. Почему бы и нет, да? Уже смышленый. Уже смышленый. Нормально. Смышленый и вот это вот все. Откровение дерева не открылось. В этой. Так, а как вернуться обратно? А, так. Да. Короче, у нас тут это начинается. Ты смотри-ка, у тебя позор Стефана. А кто такой Стефан? Так, я там все убрал, все перекуры. А это же Стефан, это Гандон, это твой брат. Брат, да. Тень прошлого. Ты присоединяешься к матери в молитве близнецам. Мать молится искренне и рьяно, низко склонив голову, еле слышно повторяя слова покорности богам и их замыслу. Ты повторяешь за ней, как она учила тебя с самого детства. Окончив молитву, матушка вздыхает и переводит взгляд на тебя. Лидия Бранте. Ты такой уже взрослый. О, сейчас будет инцест. Андил, сынок, тебе уже 13. Скоро ты станешь взрослым. Тебе уже 30, блядь. Тебе уже пора жениться. Тебе пора посвятить важные для семьи дела. Трудные дела. Я говорю о нашем браке с твоим отцом. Чего, блин? Сюжет накаляется. Да. Вот это поворот. Ты внимательно смотришь в печальные глаза родительницы. Лидия Бранте. Нет, такого даже пива решил съебаться. Далеко?
Ты ведь наверняка уже задумывался, не, что вообще другое. Ты ведь наверняка уже задавался вопросом, как он, дворянин Мантии, взял в жены простолюдинка с чужим ребенком на руках? Где Глорика, блядь? Продолжайте. Какая? Лилька? Ну, Кто-то? Глорика. А, Глорика. Видишь ли, Автандил, твой отец с трудом пережил смерть первой жены, Амалии Эльборн. Он утратил волю к жизни, свое предназначение. Словно и его судьба тоже оборвалась. Лидия Бранте. Ля-ля-ля. Ля-ля. Тогда он и встретил меня. Ты знаешь, я была в отчаянном положении. Пришла в префектуру молить о помощи, защите и справедливости. Вот оно как. Там тебе еще читать и читать, блин. Давай, у меня, видишь ли, задержки. Девице я прислуживала в посудной лавке. Там я приглянулась одному дворянину. Да забудется всеми его имя. Видят близнецы, я была смиренна и чтила его удел властвовать. Но он силой забрал меня к себе. Мать замолкает, собираясь с духом. Лидия Бранте. Да-да. От этого господина я родила Глорию. Но он пришел в гнев, что я посмела обременить его низкорожденным потомством. Нихуя не понимаю. Он выгнал меня на улицу с младенцем на руках. Короче, он это, я так понимаю, А от брюхатила бросил, да. ну да, типа этот, она забеременела, и он типа, да ты охуела рожать. Удивительно, блядь, как же такое произошло? В наше-то время, блядь. Голос матушки дрожит, ты заботливо берешь ее за руку. Лидия Бранте. Ахаха. Блин, музыка, конечно, вообще прям, это, звуковое оформление, прям, мое почтение вообще. А у меня там электроника хуярит на фоне. Какая-то. Я была брошена, обесчещена. Мне было некуда податься. Я даже не надеялась, что судьи префектуры помогут мне добиться справедливости от бывшего хозяина. Хуясь. Разродилась на откровение. Мадам Лидия Бранте. Но, слушая мою жалобу, господин Роберт взглянул мне в глаза. Я верю, что сами боги наделили его в этот миг своей великой любовью. Твой отец сказал, что не сможет заставить негодяя дворянина взять меня в жены. Но он ни за что не бросит меня и малютку Глорию. И если на то будет мое согласие, он возьмет меня в свой дом. Слезы катятся по щекам матери. Лидия Бранте. Ну вот оно, оказывается. Да. Ну, пойду устроюсь суей, да. Сынок, я знала, что это будет странный удар по его имени, страшный удар по его имени, но забота обо мне словно вернула его к жизни. Он будто заново прошел причастие, вернул себе дворянский удел править, защищать и покровительствовать. Но за решение взять меня в жены он платит до сих пор. Твой отец осмелился пойти наперекор деду, главе рода, исполнил благородную кровь, испортил благородную кровь. Знал бы ты, сын, сколько ему пришлось вынести.
Что говорил о семье Бранте Что говорили о семье Бранте в городе? Только усилия господина Грегора помогли спасти остатки репутации рода. Хвала близнецам, сейчас высший совет уже успел забыть об этой истории. Замолчав, матушка внимательно изучает тебя. Понимаешь ли ты, о чем идет речь? Лидия Бранте? Сын, я рассказываю тебе все это не за тем, чтобы поделиться болью прошлого. Мне не на что жаловаться, со мной нехотя смирился даже господин Грегор. Но ты должен знать, какая это тяжелая ноша для семьи. Наш позорный брак и грязное происхождение Глории. Секушку. Котика. Глория. Ой, Глория. Лидия. Где Глория? Глория Увы, где-то Глория ходит. никогда не сможет носить имя Барабанте. Даже если бы на это были согласны старшие господа Бранте. Принятие ее в рот снова явило бы свету наш позор. В какой род, блядь? Знать провинции усомнилась бы и в твоем происхождении, Автандил. Автандил. Че, нормальное имя, я считаю. Матушка тяжело вздыхает. Лидия Бранте? Матушка. Чего он? Я рассказал тебе то, что ты обязан знать. Ты уже на пороге взрослой жизни, сын. И не мой удел указывать тебе, как вести себя с семьей. Уже жениться будем сейчас. На ком? Но все же позволь спросить, зная все то, что... Все то... Буквы путаются. Но все же позволь спросить, зная все это, будешь ли ты дальше считать Глорию своей сестрой? Ну ёбаный рот. Как можно от на нашей сеструхи это... Ты зачем кошку мучаешь? Да она сама ко мне, блин, шла. Чего ты хочешь, котика? Что ты хочешь, котика? Она на рыжую все нападает. И не хочет никак с ней дружиться. Конечно, блядь, ты охуел, потому что... Ну, это... Плюшка, чё там делает сейчас? Ну вот она в комнате сидит. Ну она вроде уже это какое. Ну, так. Выходит, а от меня уже не убегает. А вот это... А кошку боится, потому что... ну, это... Анфиса на плюшку нападает. Не знаю, не хотят они как-то дружиться пока что. Вот, и она этого, блядь, и пиздюка черного тоже пиздит. А чё, кокос похуй? Да, как кокос уже нормально. Ну, плюшка кокос тоже боится. А так... Конечно, блядь, сейчас задавит, и одного белого хватает. А белый, блядь, он наоборот, он, короче, этих... своих, блядь, как пиздит. Короче, как только это кто-нибудь орать из них начинает, ну сразу по щам им давать начинает. И плюшки, и черному пиздюку, блядь. Чтоб не орали нахуй. Короче, можно признать Глорию сестрой, Глория останется тебе родной, каково бы ни было ее происхождение. Отстраниться от сестры. Отношения меньше 3 должно быть, а сейчас 2. А чё так мало? Благо семьи... А я не знаю почему. Вроде с ней это поддерживали ее. Благо семьи прежде всего, ты станешь осторожней в делах, касающихся Глории. Уйти от ответа. Ты не хочешь расстраивать матушку и Глорию, но и не станешь давать обещаний. Может быть, это самый верный
способ здесь уйти от ответа? Типа, Не знаю. Ты же с матерью говоришь, ну что ну там, да. блядь. Они где-то там. Это у них там. Нет, это другое. Не, ну можно же... Тут либо туда, блин, тут либо... Либо туда, либо сюда. Да, не, ну либо вообще в никуда, там, может, это потом когда-нибудь будет. Вот, тут вот же ж написано, ты не хочешь расстраивать матушку и Глорию, но и не станешь давать обещаний. Типа. Короче, чтоб никого не расстраивать, давайте потом как-нибудь ответим, да? Что-то вроде этого. Как, блин, музыка какая-то такая брудуарная. Что делать? Бордюрная? Не знаю, жать? Чего Там жать? будет. Не знаю, ты же играешь. Ладно, короче, будем признавать с сестрой. Мы же ее поддерживали всегда, вот и будем поддерживать Глорьку. Она же Глорька? Глорька. Автоандил, Автандил Калашников, блядь. Ты твердо отвечаешь матушке, Глория тебе сестра и останется ею, что бы ни случилось. Ты бы хотел, чтобы Глория тоже носила имя Бронте и была частью вашей семьи, и пусть городская знать думает, что ей угодно. От твоих слов матушка расцветает. Лидия Бронте. Барбара Ранте. Знал бы ты, как я была счастлива. Автоангел. Наконец-то быть одной семьей. Но радость на лице матери быстро сменяется тревогой. Лидия Бронте. Но я забываю о своем неоплатном долгу перед господином Робертом. Он уже так много дал моей дочери. Кровь, заботу и воспитание. Глория может принести беды роду Бороданте. Нам всем нужно смириться с ее положением. В дверь покоя осторожно стучится Глория. Матушка, Автандил, я вас потеряла. Ты радостно приветствуешь сестру? Да, она тебе сестра. Никакие старые тайны не изменят этого. Матушка целует тебя и Глорию в лоб и возвращается к молитвам. Вы с сестрой спускаетесь вниз, матушка остается тихо возносить благодарность богам за посланную ей семью Броданте. Ты надеешься, что близнецы слышат ее. Отношение +1. С Глорией 3 симпатия. Ура! Лидия Бронте +4 привязанность. Ура! +1 и +4, да. Ангел. Вроде нормально. Вроде выкрутились. Год 1131. Осень. Вспышка пламени. Чё, все, в армию, что ли? Пора, блядь. Тебе 30. Тебе 13. Блядь. Скачок такой. Хорошая. Чё они там? Совсем охуели уже. Еще один утырок. Еще один урок богословия. Вам назидательно рассказывают, почему только священники наделены правом трактовать уделы и наставлять на них остальные сословия. Рядом с тобой пыхтит Томас, усердно записывающий каждое слово учителя. Ты уже много раз услышал об этом от матушки, поэтому позволяешь себе помечтать, да. Помечтать о будущем. Отец говорил, что после учебы отправит тебя в столицу. В армию.
Да, вот туда вот надо. Учитель вдруг грозно обводит зал взглядом и повышает голос на одного из товарищей, из твоих товарищей, Бриана. Мальчик подпрыгивает, учитель просит повторить его последние слова. Бриан замирает, мгновенно сжимается в комок. Он пытается что-то сказать, но будто потерял голос. Зал оживляется. Кажется, кого-то ждет наказание. Учитель зависает над Бриллианом. Щеки мальчика багровеют, на глазах выступают слезы. Все смотрят на окованную железом книгу в руках учителя. Книга резко поднимается в замахе. Бриллиан визжит, выставляет руку перед собой. И она ломается нахуй, да? Вспышка с тыла! Учитель богословия с криком, блядь. Учитель богословия с криком вспышка с тыла, блядь. Нормально. Вспышка! Учитель богословия с криком хватается за лицо. Его волосы объяты пламенем. Кожа опалена. Магия настоящая, как в книгах про восстание в Магре. Класс замирает. Книга с глухим шумом падает на пол. В тишине... Нахуй. Да. В тишине... А он этот... незаконный маг? Так это... надо магов это... Миссия должна кочевать из драконьей кости сюда, блядь. Да. В тишине звучит истерический смех Бриллиана. Он встает со скамьи, в его глазах огонь. От пальцев летят искры. Начинаются крики. Ученики бегут к двери. Учитель богословия с воем пытается сбить пламя с головы. Бриллиан щелкает пальцами. Книга Изистасиса да. Нас... Книги и Затиса на столах вспыхивают столбами. Бриллиан хохочет. Он воздевает руки. Загораются шторы на окнах. Чё за юный этот, блядь, пиромен? Крики нарастают, сливаясь с гулом пламени. Лицо Бриллиана искажено. Изо рта вырывается огонь. Сотрясаясь в жутком хохоте, он делает шаг к выходу. Вы с Томасом переглядываетесь. Томас Героину. Он же сейчас палит всю школу. Решительность во взгляде друга придает храбрости. Бросившись на Бриллиана сзади, ты сбиваешь его с ног, сам падая вместе с ним на пол. Даже сквозь одежду его тело обжигает. Он кричит, бьется, цепляется пылающими руками за плечи подбежавшего Томаса. Тот вопит, но не убегает. Несколькими сильными ударами в голову Томаса оглушает Бриллиана. Я думал, сейчас, может, выбор какой-то будет опять. Да? Вокруг суетятся слуги, тушат начинающийся пожар, уносят обгоревшего учителя. Вы с Томасом сторожите лежащего навзничь Бриллиана. Вскоре на пороге школы появляются 3 человека в черных рясах. На боку у каждого булава, может быть, с серебряной печатью, инквизиция. Тебе и Томасу велят отойти от обезумевшего мага. На шее Бриллиана защелкивает серебряный ошейник. Его поднимают и уводят. Один из инквизиторов остается в зале, чтобы объяснить ученикам, что здесь произошло. Так выглядит магия, богомерзкая сила, что сводит людей с ума, превращая их в дикие орудия убийства. Только святые оковы из серебра способны защитить от демонической силы. И только сила близнецов хранит от нее всех нас. На следующий день в школе вам запрещают упоминать имя Бриллиана. Его больше нет. Вот так вот, да. И как-то с этим, с героином у нас как-то отношения опять повысились. По непонятной причине, блядь. Не знаю. Надо идти в Инквизицию, короче. Не знаю. Чтоб всех тут туда-сюда шить.
Судьба, это глава 2. А, подожди. Великий день, 100 лет со дня помазания утера том пениса. Помазание. С кем у нас равнодушие? Софья, Жанна, 0. Какая Жанна, блядь? Это ебанутая. Октавия. Ну, со всеми равнодушие, только с этим привязанность, блядь. Что за пиздец? О, а тут по городам еще можно путешествовать, что ли? Сейчас поедем. Сейчас поедем. Удел дворянина. Великий день. 100 лет со дня помазания утра Темпеста на императорский престол. Уже целый век длится его правление, благословленное самими близнецами. Торжества в честь императора проходят по всему городу. По случаю этого события школа закрывается на 2 недели. Ура, каникул. Каникул, да. Однажды вечером отец сообщает, в канун праздника дед снова привезет Стефана из дворянского пансиона. Традиции велят семьям в день помазания быть вместе, а тебе нужно больше общаться со старшим братом. Благодаря воспитанию Стефан может научить тебя многим дворянским обычаям. И вот Стефан приезжает. Брат начал вести себя иначе. Он все так же, как и дед, гоняет слуг и нарочито не замечает Глорию, но с взрослением в нем стало гораздо меньше прежней кичливости. Вечер. За окном зимняя темнота. Пустоши Магры посылают на город промозглый ветер. Вы со Стефаном сидите в библиотеке, он рассказывает тебе про столицу империи Этерну. Сколько же в ней чудесного, дворец императора, огромный храм близнецов, военная академия, университет. Ты только читал о них, а брат видел собственными глазами. В библиотеку входит ваш младший брат Натан. На его лице беспокойство. Натан Бранте. Не могу найти Глорию. Я посмотрел везде. Ее нет на чердаке, нет в гостиной, нет на кухне. Ну, конечно, женщина должна быть на кухне. Странно. Странно, да. А я подслушал, что она хотела забраться во дворец Чара Меланида. Боюсь, она так оттуда и не вернулась. Ух, блять. Вы со Стефаном переглядываетесь. Руины дворца Чара Меланида место опасное. Среди детей ходят легенды, что в руинах все еще живет магия мятежного герцога. Но как раз поэтому каждый подросток считает своим долгом залезть в них и доказать, что не боится давно умершего мага. Брат велит тебе подождать ненадолго. Удаляется и возвращается со своей шпагой. Стефан Бранте. Собирайся, автодело, пойдем за Глорией. Наверняка и правда пошла в руины, вдохновение для стишков искать. Велев Натану передать родителям, чтобы отправились прогуляться на площадь, вы со старшим братом выходите наружу. Он так решительно намерен спасать Глорию, которую раньше даже за человека не считал. Стефан замечает на твоем лице недоумение. Стефан Бранте. А спрашиваешь, а с чего вдруг мне есть дело до Глории? А как я могу поступить иначе? По законам чести я должен защищать семью. Глория никогда не будет частью рода, Бранте, но отец все же взял ее в дом. Я уважаю его старшинство и забочусь о тех, кого он по своей милости приютил. Так что мое дело выручать ее, а твое, как члена семьи, хоть и неблагородного мне помочь. Руины дворца Чара Меланида, члена Меланида.
занимает целый квартал. Цитадель мятежного герцога-мага уже столетиями брошена. Ее останки Ее останки поросли кустарником. Здесь пусто, только холодный ветер сквозит через полуразрушенную каменную кладку. Дурная слава обычно заставляет даже самых отъявленных злодеев избегать этого места. Пробираясь по руинам, вы натыкаетесь на исписанные листы на земле, почерк сестры. За полуразрушенной стеной слышится громкий смех. Подтянувшись, вы с братом заглядываете за стену. Глория лежит лицом вниз. Спина сестры подергивается в рыданиях. Ее обступили какие-то молодые оборванцы. Они грубо хохочут и пьяно машут руками. О, бля. Чё? Ух, бля. Раздаются выкрики. Ишь, стихи вздумала писать. Благородно себя возомнила, что ли. Она же обычная мещанская девка. Сейчас они покажут ее место. Один из парней плюет на лежащую Глорию. Стефан Бранте. А ну убирайтесь, барази, пока брюхо вам всем не спорол. В ответ только глумливый смех. Стефан выхватывает шпагу. Шпана отшатывается, но тут же замечает, что вооружен только один из нас. Парни тянутся к камням и палкам. «Держитесь возле меня! Иди подпускайте их за спину!» Рука Стефана дрожит, но он не теряет воинственного вида. Силы не равны, ты колебаешься, но... Не лучше ли позвать стражников из соседнего квартала? Молодые мерзавцы, вооруженные чем попало, осторожно приближаются к тебе и Стефану. Броситься в бой можно. Ты хватаешь камень потяжелее и идешь в бой сам. Это мы поддержим, да. Можно выполнять приказы брата. Условия выполнены. Личность и отношения. А ты защищаешь Стефана, пока он орудует шпагой. Побежать за стражей. Ты оставляешь брата и бежишь за подмогой. Это его бой. Чё делать? Бля, я не знаю. Я пиздиться начал уже давно. А что там выполнять приказы? Какие приказы спину прикрывать? Ну да, типа защищать его, пока он это будет вперед куда-то махать шпагой. Да, в принципе, я так предполагаю, то, что с ним можно отношения чуть-чуть повысить. Но запас сил, я так думаю, тоже. Хотя он и тут тоже, блядь, У поуменьшится. тебя 15 сил, нахуй. А надо это как кого-то нуля там. Да. Или можно в бой пойти, нахуй. Просто по ебальнику кому-нибудь дать там. Чтобы выполнять приказы брата, нужна ссора с братом. Чё, Так она и есть ссора. Условия выполнены. Написано же. Типа, если ты не поссорился, ты не должен был бы выполнять это. Да. Давай попробуем, может, отношения чуть-чуть повысится. Уверенный голос Стефана придает сил и тебе. Ты следуешь команде брата-дворянина. Вооружившись палкой, ты встаешь за спиной Стефана и яростно отгоняешь тех оборванцев, кто пытается повалить его сзади. Один из шпаны бросается на брата с камнем в руке, но ты ударом палки валишь его на землю прямо к ногам Стефана. Блеск шпаги, лезвие погружается юноше глубоко в живот, хрип, ручей крови по земле. Парни пораженно останавливаются. Лицо Стефана непроницаемо. Он вытягивает шпагу из тела и снова принимает стойку. Ты замираешь, ошеломленный тем, как просто легко Стефан лишил человека одной из жизней. Словно в зубах поковырялся. Шпана рот в рот. Шпана вот-вот даст дёру.
Кажется, они не верили, что юный дворянин и впрямь пустит клинок в дело. На их лицах растерянность и злоба. Стефан фыркает. Стефан Бранте. Простолюдины, что с вас взять? Только так вы что-то и понимаете. Молодчина была, брат. Глория, вставай, идем домой. Он чуть оборачивается на сестру, в тот же миг парни озверело кидаются на вас. Тебя быстро оттесняет от Стефана и припирает к стенке. Несколько сильных ударов в живот, в лицо и голову, потом ты теряешь сознание. Темнота рассеивается, ты в своей кровати. Рядом в кресле читает книгу Стефан. Он жив, левая рука на перевязи, под глазом синяк. Ты пытаешься сесть, голова кружится, подташнивает. Стефан отрывается от книги. Лучше лежи, тебе неплохо досталось. Все-таки их было многовато для одного воина, пусть и с хорошей подмогой. Ты меня впечатлил, сражались вместе прямо как в армии. Дворянин командует, простолюдин выполняет. Как нам и положено по уделу, но мы оба защищали честь семьи. Задаешь быть дворянином, это еще и бремя. Не каждому по плечу. Нужно быть храбрым. Не то, чтобы кидаться в каждую схватку, а чтобы исполнять свой долг. Ведь каждое решение, принятое дворянином, это часть истории его рода. Оно останется в реке крови навсегда. Станет наследием для всей фамилии. Я часто про это думаю. Мы не можем позволить себе дать слабину и начать страдать, подобно подлому сословию. Мы ведь должны править ими мудро, обеспечивать работу. Это забота не только о своем уделе, но и о уделе многих тысяч. И важно не пренебрегать остальным достоинством и честью, обычаями и традициями. Это тяжело, но только так и можно быть дворянином. Ты понимаешь меня? Брат впервые за долгое время смотрит на тебя с одобрением. Я был рад сражаться вместе с тобой, брат. Нига. +2. Симпатия, смотри сразу. Нормально повысили, да? Да, блядь, да. И благородство еще. Честный, ну за запас сил. Минус 5, но все равно десяточка еще осталась. Полон сил. И бодр. Суд над обидчиками. О, пиздить пойдем, да? Типа да. Блин, какая голова длинная. Стрим-то сколько уже? 4,5 часа почти, блин. Пример. Не знаю, час? 3 часа только. Да ладно. Кася. А почему 3-то? Ой, чё, уже 3? 3:12 стримы. Я Я... думал, час, что там, полчаса. Не, я вообще думал, он уже миллиард лет идет. Оказывается, не миллиард. Всего по полмиллиарда. Так. Го дальше. Суд над обидчиками. Новость о том, что банда простолюдинов напала на Стефана Бранте, быстро разнеслась по городу. Взорвавшиеся юнцы стараниями деда уже пойманы. Некоторые сразу после того, как вернулись в мир, познав малую смерть от шпаги Стефана. Дед жаждет наказать обидчиков своего старшего любимого внука, перфект Эльборн, как друг вашей семьи, пообещал лично проследить, чтобы справедливость восторжествовала. Блять, я уже заебался читать вот это вот все.
Стефан и дед задержались в Анизотте с сыром до суда. Дед требует истинной смерти для всех обидчиков. Ты спрашиваешь у отца, почему суд может приговорить преступников к истинной смерти? Неужели земной суд выше закона близнецов? Роберт Бранте. Не скучайте, блядь. О, Я затек. ты прав, сын. Нет ничего выше их закона. Но ведь империя и все ее устройства были дарованы нам самими богами. Суд существует, чтобы исполнять божественный закон здесь, на земле. И если земной суд приговаривает кого-то к смерти, значит приговор вершит дело богов. И смерть на казни всегда станет последней. Продолжайте, пожалуйста. Бесспорно, что простолюдины, которые напали на Стефана, дворянина по рождению, совершили тяжкое преступление. Но по указу императора даже простолюдин имеет право на разбирательство, когда речь идет о каре истинной смертью. Поэтому всем нам придется выступить по этому делу в суде. Вечер. Глория заходит к тебе в комнату. Она подавлена. Накручивает прядь волос на палец. Ты откладываешь учебники в сторону и спрашиваешь, что случилось. Завтра уже суд. Где суд? Я думала, что меня позовут выступать как свидетельницу. Это же все из-за меня все началось. А господин Роберт вообще не собирался даже упомянуть, что я там была. Представляешь? Говорит, это помешает делу. Бля, героиновая наркоманка, блядь. Гламурная. А я всегда им мешаю. Обо мне нельзя говорить, меня можно не слушать, будто я не существую. А ведь я думала, что если даже Стефан за меня вступился, это что-то значит. Что меня наконец сделают... Сука. Что меня наконец сделают частью семьи. Но все остается как всегда. Глория изо всех сил старается не плакать. Ты успокаиваешь сестру как можешь. Говоришь, что отец лишь хочет уберечь семью от неприятностей. Глория. Если господин Роберт считает, что от меня только неприятности... Блять. Алкоголичка, блять, просто. Если господин Роберт считает, что от меня только неприятности, не нужно было вовсе брать меня в дом. Обиженная Глория убегает к себе. Ты возвращаешься к книгам, но мысли твои далеко. А если на суде сказали бы, что и тебя там не было, что бы ты чувствовал? В дверь раздается стук. Пришел отец. Он закрывает дверь, садится и смотрит на тебя уставшим взглядом. Роберт Бранте. Сын, завтра ты будешь выступать на суде. Вот что тебе необходимо запомнить. Никакой Глории в руинах не было. Вот как все было. Вы с братом осматривали историческое место. Эта чернь напала... Эта чернь начала оскорблять Стефана, а потом напала на него. Когда вмешалась стража, Стефан уже в одиночку расправлялся с обидчиками. Чё-то он хуйню какую-то городить начал, блядь. Далее. Участие Глории бросит тень на это дело. Если напомнить суде о самом ее существовании, пострадает репутация рода.
А твой дед никогда мне этого не простит. Не подведи меня. Мы все очень рассчитываем на твою помощь. Да дед идет нахуй просто, блядь. Перед глазами стоит недавний вечер. Глория, лежащая в кругу отвратительно гогочущих парней. Раскиданные по земле листы со стихами. Самое главное сокровище сестры. «Благородно себя возомнила», — кричали они ей. Разве дед, отрицая ее как как часть семьи, не говорил ей то же самое? Так она же она же сама, типа, хочет, ну, типа, ей, типа, неприятно, она же хочет на суде сказать то, что она там была, типа. Зато если следовать наказу отца, суд будет быстрым. Простолюдины напали на дворянина, их покарают истинной смертью. Если рассказать о Глории, то все запутается, и тогда неизвестно, чем кончится дело, как поступить, правильно или справедливо. А что там на переубедить показывает? Так, тут поддержать ты изложишь события без участия Глории, как и просил отец, солгать отцу, сейчас ты согласишься, но на суде расскажешь правду. Переубедить. Ты решаешь добиться справедливости для Глории, да. Вот отношения есть, условия выполнены. Все. Опять запас сил. Блять, да чё он... Чё он все время, блядь, у него запас сил расходуется? Поднять платок, запас сил. Чё-то сказать, запас сил, блядь. Ну пиздец нахуй. Мне, конечно, тоже иногда лень что-то рода открывать, с кем-то разговаривать. Но не настолько, Ну, настолько это чтобы вообще... запас сил на это тратить. Давай сделаем чуть-чуть этот Кого? перерыв на 5 минут. Да? Да, Странно, но мне не надо. Ну ладно, все равно пойду. теперь мне надо. Так, короче, да, сейчас через пару-тройку минут вернемся. Оставайтесь, можете пока вот в Телеграм.
Хуйку, а. Эй, нахуй. Я чеддера принес. Ты, блядь, издеваешься, что ли, сука? Ну ёбаный рот, ну сколько можно? Это хуйни. Шел в жопу, ёбаный. О, ну вести так. Автоангел. Да. Так. Хуета какая-то. Эй. Голова два. Ой, блядь. Надо поспать. И не выспаться очередной раз. Поддержать отца, солгать отцу, переубедить отца. Хуй знает, что делать. Там с этим посрется, тут с этой посрется, ну я хуй знает.
Ёбаный рот. Да. Так, что-то я не то сделал. Ты-ты-ты-ты. Шо там это? Меня засосало. Опасная трясина, блядь. И вот это вот все. Да? Ну, чё там? Чё расскажешь? Чё, не знаю, так сижу, делать нехуй. Чеддер жру. Чеддер, а он же безвкусный. Да, в смысле безвкусный. В прямом. Моцарелла, блядь, безвкусная. Так чеддер тоже, он, это же, ну он, блядь, он бутербродный, с Бля, у сыром. него вкус есть, ты чё? Да нет у него я недавно пару раз. Так я увидел, я ем, и у него вкус есть. Да нет у него ни хера, блядь. Да есть, блядь. Может Приезжай, я, я тебе дам попробовать. может я закоровил, блядь. Так. Женя. Вот это вот все. Чё делать-то будем в итоге? А, бля, без разницы. Сожжешь отцу, минус отец будет. Сожжешь это... А, поддержишь отца, минус Глори будет. Переубедить, Перебедить. минус репутация в семье. Ты уже посмотрел, что ли? Да смысла смотреть нету, блядь. Что то хуйня, что это, блядь? Все говно. Блин. Не, ну можно переубедить попробовать. Вот. Добиться справедливости для Глории. По справедливости, так сказать. Можешь солгать? Не, ну тут вроде, вот, видишь, эти какое, если условия-то какие-то выполнены. Не, Если ты переубедишь, у тебя минус силы будут. А ну, у тебя их всего 10. ну, минус 5 будет, останется еще 5. Может поберечь А что? на что-то. На Гачемучу, блядь? Да. Ну, смотри, ты переубедишься и солжешь отцу, а один она хуйня будет. Думаешь? Ну да. Ты прохождение уже посмотрел там где-то, блядь? Бля, а там какое прохождение-то? Ну, а какое прохождение может быть у такой игры? Буквенное. Как, например. Ну, там же разветвление, ебать, какое охуенное. Какое прохождение, не посмотри, везде будет по-разному. Не, ну они же могут... Нет, я имею в виду, у тебя текстовые варианты, там же они... Ну, у тебя пишут. выбор, там то, что пишет, будет от автора лично свое мнение, что делать. Да нет, есть эти специализированные. Там, скорее всего, даже у этой игры есть статья на этой, на вики, на фандоме, короче. И там Да? все, да, и там все выборы написаны. Вот. Но мы же по хардкору играем, блядь. Без подсказок и без прочего, блядь. Не знаю, давай Ой, есть, да, такое. перебедим. Суд над обидчиками. Глядя отцу в глаза, ты говоришь, что не будешь давать лживые показания. Он же сам судья. Как он может бросить тебя лгать в лицо Эльберну?
Разве Глория недостойна настоящей справедливости, или дед прав, и она лишь приживалка, которой положено стыдиться? Но зачем тогда отец вообще взял ее в свой дом, под свою защиту? Говорить такие вещи отцу в лицо нелегко. Ты надеешься, что твой голос звучит не слишком жалко, и что он не обращает внимания на румянец, заливающий твои щеки. Отец внимательно тебя слушает, морщины на его лбу становятся глубже, пальцы отбивают чечетку по подоконнику. По подколоднику, по подлокотнику. Да. Роберт Браданте. Бороданте. Это будет сложно, сын. Но ты прав. Ты прав. Я взял Глорию в свой дом, и нужно защищать ее как дочь. Это мое решение, и нельзя от него отказываться. Утром я поговорю со Стефаном. Главное, чтобы об этой перемене не стало известно вашему деду. 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 Настал день суда. Заседание идет в малом зале префектуры. Судьей выступает сам господин Эльберн. Тебя вызывают отвечать первым. Ща, а то я не могу так это одновременно. Тут слишком воздуха много в легких оказывается. Ну, ты куришь, а мне нечего курить. Закрути. Ну, блядь. Надо было сказать то, что вот перерыв, иди крути. Я могу, конечно, сюда все принести. И тут сидеть крутить. Чё у тебя там за бутылка с дырками, блядь? Какая дырка? А? Где там дырка? Я думал, у тебя там что поинтереснее, блядь. Надо масло сделать с дыркой. Чем? Берешь бутылку, да, наполняешь водой. Сюда фольгу наматываешь. Чтобы как чаша для кальяна была. Ту дырку. Какой-то этот, блядь, вводник для нищих, нахуй, получается, блядь. Сюда поджигаешь то, что дымит. Это Открываешь дырку. подъездный бонг, короче, это, блядь. Потом загреваешь обратно. Потом наливаешь масло и хуяришь вот так. И получаешь дымное масло. Ужас. Вместо этого ебучего жидкого дыма. Жидкий дым. Такие дела. Четыре часа, наверное, стрим идет уже, да? Да, что делать будем? Ну надо доиграть вот эту вот. Да? Что, мне принести, что ли, крутилку? Да я думаю, сейчас после суда, наверное, закончится эта глава, скорее всего. Ах, хуй знает. Суд, сосуд, там вся хуйня. Ты рассказываешь, как все было на самом деле. Унижение Глории. Вы со Стефаном приходите на помощь. Стефан защищал сводную сестру. Краем глаза ты видишь, как багровеет дед, но он сохраняет молчание. По залу идет удивленный шепот. Обвиняемые простолюдины обвиняют, что так все и было. Объявляют,
что все так и было. Глория громко читала стихи, а они лишь указали, что она ведет себя не согласно уделу. Выходит, Стефан сводил счеты с обидчиками сводной сестры и напал первым, а вовсе не защищался. Ты встаешь потверже и, набрав воздуха в грудь, спрашиваешь: не должно ли дворянину блюсти честь родового имени? Пусть Глория не носит фамилию Бронте, но твой отец принял ее в свой дом. Следовательно, долгом Стефана было защищать ее, как он защитил бы любого из вас. Презрительные смешки несутся по залу суда. Ты только что напомнил городу о позорной истории со вторым браком отца. Тут к ответу вызывают Стефана. Брат нехотя подтверждает твои слова, косясь то на отца, то на деда. Его рука на перевязи служит главным аргументом. Стефан хотел только, чтобы над Глорией прекратили издевательства, но юнцы-простолюдины напали на него. После перерыва Эльберн берет слово. Эльберн? Огюстьерн. Тут Анизоти признает обвиняемых виновными в нападении на благородного господина Стефана Бронте, защищавшего честь члена своей семьи Глории. Суд приговаривает всех четверых к истинной смерти через повешение. По залу будто проносится ветер. Виновные побледнели, их матери плачут навзрыд. Каждый присутствующий ощущает жестокую силу закона, безжалостного и справедливого. Эта сила, озвученная приговором, отнимает у четверых подростков надежду на возрождение. Навсегда. Виселица уже готова. Стефан стоит в первом ряду, отец рядом с ним. Деревянный скрип, люки под ногами приговоренных проваливаются. Они извиваются в предсмертных муках, хрипя, пытаясь нащупать ногами землю. Дома дед перестает сдерживаться. Он кричит на отца, на тебя, на Стефана, на Глорию, повторяет, что это позор, стучит тростью по полу. Отец отвечает, что позором было бы не защитить свою семью, уйти от взятых на себя обязательств. Стефан, чтобы не спорить с дедом, уходит перевязывать раненую руку. Глория молчит, но от каждого слова отца словно светится. Молчишь и ты. Все закончилось. Глорию больше никто не рискнет обижать на улице, а 4 юных простолюдина умерли навсегда. Их семьям преподали жестокий урок. Так будет с каждым, кто посмеет поднять руку на дворянина. Грегор Бронте, -2. Неприязнь, блядь. Пошел он нахуй, блядь. Ёбаный дед, да? Репутация вообще в минуса ушла. Зато единство в плюса шло. Так вот. Заходите. Заходите, пожалуйста. Бля, сколько единства. Что это такое? Единство уже прям в плюсе, спокойствие. Батя, я в телеке. Да, спасибо, в телеке ты. Так оно и есть. Близость и доверие внутри вашего семейства влияет на судьбу членов семьи. Вот как-то. Как-то все едины, получается. Деда выкинут на помойку и Ну да. заебись будем. Благородство. Благородный. Благородство их... Благородный Дон. Благородство твоих помыслов и деяний, стремление к идеалам дворянской чести влияет на то, способен ли ты стать дворянином мантии, на будущие умения, необходимые людям благородного сословия. Все еще способен на поступок, духовность ищущий. Твое стремление к постижению тайн бытия, исследованию божественного в мире, в других людях и в себе влияет на то, способен ли ты стать священником, и на будущее умения, важные для людей духовного сана. Короче,
Почему тебе духовность дали, если ты против этого хуйни поступил? Черт его знает. Неясно. Ладно, будем искать дальше. Странно, да, надо еще покурить. Запретная любовь. Что? Чё, у нас инцест, что ли, блядь, тут или назревает? Бля, это точно запретно, да. Это событие вызвано твоими предыдущими поступками. Условия Ну, правда. выполнены. Блядь. Благородство 4. Что, блядь? Благородный дом. Кто тут? Кто? Где? Что? Это Вы я. чё? Это я. В смысле ты? Этот. Я думаю, кто там спинку теребит мне, а это я. Че, у тебя настолько длинный, что ли, что ты? Как-то обернулся. Не так. Не так, как надо. Она это... Туда-сюда. Еще один день в школе окончен, ты петляешь по улицам квартала, не торопясь возвращаться домой, надвигаются сумерки. Ты проходишь мимо роскошного особняка графа Эль Веласко, одного из богатейших земледельцев Магры. Из-за кованой ограды до тебя доносится знакомый голос. Это же Стефан! Следом раздается тихий девичий смех. Оставим интригу на следующий стрим? Че, все что ли? А чё, ты еще хотел, что ли? Ну вот еще вторая глава не прошла. Ты там юности еще, ёпта. Охуеть. Ну, я сейчас вон забью еще один, и можем еще 4 часа сидеть. И слишком долго, блядь, еще до утра сидеть тут. Не, ну ладно, давай дальше, чё. А я не знаю, решай. Чё, кого, куда? Там, может, это Софьюшку? Или что? А Найдем. кто это? Была А, Софья? Софья, да. со Софья. Тогда нам надо это перекурить еще раз. И до утра. До утра, блядь, не надо. Надо. И до утра такая песня была. Это... ну, так, подожди. Надо пройти главу, что ли, вот эту? А, я не знаю. А как называется? Запретная любовь. Надо посмотреть. Какая это сделать? Сколько там еще? Ну, набери в интернете. Прохождение. Мы с 26-го года играем, а сейчас 11:31 год. Нихуя не вижу. Юность. Нет, это не юность, это еще отрочество. Нихуя себе. Удел дворянина. Что такое? Запретная любовь. О. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще 7 штук. До конца второй главы? Да. Понятно. Значит, не сегодня. Не знаю. Потому что одна глава сколько? Блять, час проходит. Что? Зачем? Нихуя сейчас мы, блядь, и он 5 часов уже сидим. Не, я имею в виду не глава, а вот эти вот подглавы. Вот эти Ну, вот. а ты читай быстрей. Ну, блядь, тебе что, не интересно, что ли? Что там за оградой? В саду? Кто там? Ты заглядываешь за ограду в сад. Это и впрямь твой старший брат. Разодетый, будто собрался на прием к императору. Он помогает выбраться из окна некой миловидной особе. Юная госпожа бросается на шею твоему брату. Это Мария Эль Веласко, графская дочь. А ведь всему городу известно, что она уже обручена с молодым аристократом из куда более знатного рода. Стефан Бранте.
Бария, я думал, что лишь помогу вам спуститься с вашей небесной обители на землю, но касаясь вас, я сам поднимаюсь на небеса. Стефан подхватывает дочь графа на руки, та едва слышно смеется и целует его в щеку. В ответ он берет ее подбородок, да. В ответ он берет ее подбородок и поворачивает к себе, и губы сливаются в поцелуе. Ты следишь за ними в смятении. Это не с тобой, не интересно уже. Можешь вырубать. Стефан ставит под удар всех Бранте. Такие выходки с дочерью влиятельного графа могут дорого стоить вашей семье. И это после речей брата о доблести, о воспитании, о достоинстве рода. Но Стефан сияет от радости. Твой старший брат счастлив. Действительно счастлив. Ты никогда его таким не видел. Стефан так нежно обнимает дочь графа, как будто боится ее сломать. И Мария разделяет его чувства. Вправе ли ты забирать у них такое тайное счастье? Вот что-то это мне напоминает. Говорить с братом нужно наедине. Ты терпеливо дожидаешься во дворе, пока он не вернется со своих вечерних похождений. Увидев тебя у ворот, Стефан вздрагивает от неожиданности. Напомнить о дворянской чести, поступки Стефана угрожают семье позором. Помочь Стефану. Ты обещаешь брату помощь в сохранении его тайны. Не знаю. Да в жопу этот мир. Вот он какой... Пошли нахуй, Да. блядь. Этот мир шатали, да. Мы будем строить этот свой коммунизм с Блэкджеком и вот этим всем. Да. Стефан Бранте. Что ты так поздно тут делаешь, Автандил? Хочешь что-то мне сказать, браза? Ты признаешься Стефану, что видел его сегодня в саду Эль Веласко с дочерью графа. Хоть эта тайная связь и угрожает обеим семьям, ты рад за брата. Ты понимаешь чувства, которыми он горит к своей возлюбленной. Они стоят того, чтобы рисковать. Стефан... вот это да. Действительно. Так. Стефан может рассчитывать на твою помощь. Вместе вы можете сохранить эту тайну. Стефан сперва вспыхивает яростью, но твои слова поддержки успокаивают его. Ну ты Чего? Соглядатый, да. Ну ты соглядатым растешь, ничего от тебя не спрячешь. Ну ты прав, это дело рискованное, твоя помощь тут придется кстати. Хоть ты пока и не дворянин, надеюсь, на твое слово можно положиться. Теперь ты иногда выручаешь Стефана и Марию, когда им нужно скрыться от посторонних глаз. Один раз даже пришлось отвлечь на себя слуг Эль Веласко, которые устроили за тобой настоящую погоню по всему кварталу. Но ты ушел непойманным, а старший брат насладился еще одним вечером со своей избранницей. Оба они знают, что дни их тайной любви сочтены. Как ваши вылазки скажутся на положении семьи? Будь как будет. Решили вы с братом. Любовь и молодость того стоит. Молодость и панк-рок. Вот Да, это мы узнаем в следующей части. Да. Духовность у него плюс. Бля, у меня начал Twitch ебаться. Ищущий духовный, ты ищущий, Павел. Ищущие всегда найдут. Так точно. Вот. Супростония выпил. Да, пьем. Да. Ну, ебать. Я вот чё смотрю на свой ноутбук, да. И он овечий чат. Он его нагружает на 1,7 гигагерца. Ну, он такой, да. Ну, так, туда-сюда. От 700 мегагерц до 1,4 гигагерца скачет.
1,5. Охуеть. Поставь на Зион на свой. Какой зелон. У меня же нет табука на Линуксе. Ну, поставь на комп овечий чат. Линукс там. Пингвина. — 64 битка, блядь. Пингвинячий. На 2 гигабайта оперативки, блядь. Позор Стефана. Событие произошло. Условия благородства 4. Ты раскрываешь запретную связь своего старшего брата Стефана Браданте. Ура. Наверное. Сейчас что-то должно произойти. Отрочество 11:32. Год. Сейчас. Вот. Да. Можно закончить. Ну да, в принципе. Но новая глава пошла. Ну, как новая подглава в отрочестве. Там еще осталось раз-два. Туда-сюда. Короче, это еще часа на 3, поэтому будем на сегодня завершаться. Стефан уехал после суда. О, видел? Один уехал. Дед умер. Нет, он не умер. Где-то с ним отправился, блядь. В смысле? А? Не отправился же. А, не отправился, да, с ним. Впервые за долгое время он остался дома дольше, чем на пару недель. Отец говорит, что господин Григор приболел. Ему нужен отдых и покой. О, покой ему нужен, да. А то уже заебал не помирать, да? Старый пидор, блядь. Гнида. Чё, все, заканчиваем? Не знаю. Запускай GTA там. Зачем? Поиграем. GTA 5 онлайн? Да. А я ее не скачивал даже. Я-то ее только, наверное, скачаю, когда мы до нее дойдем. А куда ты зайдем? Вот хуй его знает, когда мы до нее дойдем. Еще GTA 4 после Сан Андреса. Там это проходить еще до хуя. А потом DLC, Петушиный Тони. Да нет, оно на самом деле оно недолго проходится же. 4. А хуй знает. И пятый GTA недолго проходится. У меня, говорю, вот я когда играл, у меня сколько сюжетка на 24 часа там ровно получилось. А в Сасане, ну ты посмотри, мы уже сколько наиграли, уже больше 24 часов, блядь. А почему так долго ты играешь? Я не знаю почему. Может быть, потому что она длиннее? GTA Сан Андрес наша жизнь, да. Жизнью жить, блядь. РП, Ты играл в моды в GTA Сан Андрес? с мод? Нет, я на Сан-Андрес я не ставил. Что-то у нас какие-то сборки были. Там измененные текстуры, блядь. Это на въезде, это в Лас Вентурас, это петушиный. Там хуем было, какая-то была построена, блядь, с этими с лесами. Туда-сюда наверх забираться. Так, я, наверное, пока вот эту, раз мы так вот телеграммный код поставлю. Не, у меня была Сан-Андрес у меня нормально была. До Ну, этого... у нас тоже нормальная сначала была, но потом появилась откуда-то модифицированная хуйня с измененными машинами. Вот я играл, по-моему, в этот вот, когда с это Vice City проходил, вот у меня она, по-моему, с какой-то хуйней вот эта пиратская была, блядь. Потому что там... Делюкс.
Да, да, именно что Да, блядь, делюкс. я первым не оригинальный Vice City играл, а Deluxe вообще. Вот я и я Делюкс проходил, вот этот вот пиратский, блядь. Где там колесо обозрения, там, или какой-то, короче, какой-то остров там еще есть, блядь. Ну, остров, где это, прыгать туда-сюда на машине Да. надо. Радио у тебя там еще русское, блядь, где там глюкоза поет, блядь, еще Бля, что-то. у русского радио вообще не помню. Там глюкоза, еще какая-то хуйня, блядь. Машины там, да. Nissan Skyline из этого, из Форсажа второго. Там гонке при ограблении банка, где надо тебе погоняться. А ты на каком-то говне там. Наверное, помню. Не, был дел. GTA. Voice City. А нормальную, считай, я вот только на это, на стриме вот прошел. Нормальную, блядь. Ай! Блять, чуть ногу не сломал опять. Ай! Ай, Да. больно. Так как? А, Так, короче. Да а, хватит в микрофон орать-то, ёбаный в рот, блядь. а. Это у Гриффина было. А. Я там ногой что туда-сюда сделала, она меня заболела. Никогда она у меня не заживет нормально. Сходи к врачу, блядь. Что сходить, она у меня проходит, я, блядь, опять ее ломаю. Жуть. Он последний раз это шел на работу, решил это пирожки взять, зайти. Через паркур. Повернул, иду, как куяк нахуй. Опять ногу подвернул. Ай. А это хуйня у меня с августа, с конца августа. Да. Надо как-то аккуратней быть. А я всего-то он с прицепа спрыгнул. Всего-то. Хуйня какая. Ну, бля, знаешь, сколько раз хрустнуло? Я насчитал 6 раз то, что она хрустнула. Так, ну чё, господа, товарищи, будем закругляться? Чё, GTA не будет? Нет. А Василий? Ваша игра сохранится автоматически. Да. Я уже тоже и подустал все это дело читать, и надо поспать. Не, ну сначала напиться совсем, а потом поспать. А ты спать только в 8 утра ляжешь. Да не, раньше. Что ты мне рассказываешь-то? Я сегодня 2 раза аж просыпался в 7 утра, а потом около 11 или в 11 совсем встал. Да? Да. Зачем? То есть ты сначала 5 минут поспал, потом Не 5. Там, сколько ты часов? так, все. Там черный экран. Телеграм, также по ссылочке в описании. Телеграм, Дискорд, что угодно. Ютубы, Твичи, группа ВКонтакте. Вот это вот все. Ой, заходи, пожалуйста. Ты прям очень вовремя, потому что мы Вау! заканчиваем. Давай еще раз. Да, бля. Да, именно что. Первый раз промолчал, сейчас решил выругаться. Не, ну правильно, правильно. Ибо нехуй, блядь. И- А и то чё ты охуевший? с- Нихуя не делаешь?
Да, совсем. Замонтировать надо будет. Совершенно точно. Вот. Ладно, господа, всем спасибо за поддержки. Спасибо господам, кто смотрит, вернее, этот стрим уже в записи. Я думаю, через завтра, наверное. Послезавтра запись уже появится в полном, уже, ну, обрезанная, так сказать, без начала, без конца. Вот. Следующий стрим на следующей недельке. Вот. За анонсами вот всякой вот надо мной Телеграм, вот там вот это вот все можно оперативно получать. Уведомления всякие разные. Все, что ли? Да? Да, ебать, ты всего-то час постримил, ты уже съебался. 4. Какие 4, блядь? 4 часа стрим идет. Алло. Вот. Сейчас запустим рыбалку, будем щуку ловить. Щуку, блядь. Или суку. Можем ротанов половить. Воротанов. Так, все, засим мы заканчиваем. Всех, Вот так вот, да. да, Да. всех обнял, приподнял, Мы это запомним. за щеку потрепал. До следующего стрима. Пока-пока. Да, всего-то защита. Нет, ну, отдельной женщине, конечно, не только за щеку. Эх, вот так вот, да, Павел. Обнимаешь ты пацанов. Ладно, всем пока. Всех целую. Обнимаю. Никого не выделяю. Заканчивай давай. Блять, я запутался в интерфейсе.